О, мотает, мотает, мотает. Смотрите, мотает. И мы сейчас найдем, где она сидит. Где же раки? Сорвалась большая, маленькая осталась. Ну, На типа, стойкость плотвы. котлеты собираются. Там Костя оставил чуть вина. Баншика дела всегда хорошо. Шкатулка с дымоходом. На нее плюнул. Я микробов не боюсь. Смотрите, какая мормышка. Инспектор! Жерлица и баня никогда не зря. Все остальное можно. Слушай, Костян, не так все и страшно. Каминчик сейчас затопим. У нас здесь щит, не просто камин, а вот щит. И он заходит в ту комнату, там, где будешь спать ты. И когда мы протопим щит, все помещение будет полностью... Так это та самая знаменитая латгальская печка. Это та самая, это нет, это тот самый знаменитый латгальский камин. Вот. Его еще называют бордовым демоном. Вот, видишь, какого цвета у него. Да. Сейчас топочку подосвободим. Она вот так закладывается, да? Не, она просто как бы, когда он стоял холодный, он же в этом году еще не топлен, ну зимой. Его надо распалить, наложить кирпичей, чтобы меньше воздуха туда уходило, пока труба прогреется. Потом все уберем. Будет у нас тут Не забудь. жаровня. Трубу открыть не забудь. Есть, капитан. Ну что, Костян, топим камин и погнали ловить живцов. Сколько у нас, час уже натикало, да? Да, уже много. Все, нельзя терять ни минуты. Дрова сухонькие, музыкальные. Ой, что ты? Березочка, звонить. Звонить себе, звонить. А лес тут далеко? А лес-то далеко. На островах, Костя. Жалко, а то сейчас можно за вешенкой ходить. За грабочками? За гробочками, за вешенкой, да за зимним утенком. А почему она вешенка называется? Она висит Висит на деревьях, да. на биорозе, На березе, на тополю осине. висит, на осине, на тополю, на лесном. на всем висит. Висит вешенка, повешенка. Ну, Костяныч, кухню ты быстро нашел, да? Мы через нее ходили. Смотри, какой махровый советский Сервант. сервант. Что ты? Я тебе ножку оставил. Спасибо, Костян. Сам давлюсь грудкой. У самого берега я сразу по колено провалился.
Если я вот так буду мотылять ведром, мотыль замотылится еще больше. Но он тебя может замотылить. Какая вкусная прикормка, Костя. Офигеть. Костяныч, красава. Красотка. Ох, какой живец, идеальный. У нас уже 2 живца, Костя. Ты тоже, что ли, поймал? Да. Как клевало? Уверенно клевало. Жалко, не сфотографировался с рыбой. Эх ты, блин, по зубам получила. Так хорошо клевало. Не, это уже получила по зубам и убежала. А так клевало. Вот ты тощий. Угу. Какая-то очень мелкая, наверное, судя по поклевке, микроподлещик. Привет. Здорово. Здорово, Женька. Ну что, рыба есть? Ну, уже 3 плотвички. 3 плотвички, Да. большие? Живцовые идеальные. Да. Пиво будешь? Вон Костяну предложи. Костяну, хорошо. Ну что, Женька, не забуксовал? Забуксовал, все, засадил, да. А, совсем, да? Да, ну уже откопал и выехал, и сейчас и все. Надо сейчас прицепить прицеп и заехать поближе. А, понял. Такой снег, смотри, какой глубокий и мокрый снег почти. Да. Слушай, ну ты видел, как я на этом жужике? Я тебе дорогу накатывал там. Я просто на нем как на вездеходе, блин. Не, плохо накатал, надо было Да. ровную почистить вообще это. Да. Пиво не дает попить спокойно. О, есть что-то. О, смотри. О, Вот, живец, Вичечка, Сань. отлично, отлично. Открывай ведерко. Отцепляй. Не, Женька, отцепляй сам. Ого, у тебя мормышка с бриллиантом, что ли? Ну да. Ну так на такую, конечно, будет клевать. Смотри-ка, на маленькую мормышку не хочет. Подавай ей черную с бриллиантом, да? О, на золотую мормышечку окушок. Да. Ну, такой. Окунь на окуня, как говорится. Подкинул каминчик? Да, я отсюда дров принес. Всем привет, ребята. Мы с Костяном, батей и Женей
Приехали на зимнюю рыбалку с четверга по воскресенье на шикарное озеро с островами. Вот, Женя с батей приехали только что. Мы уже поймали немножечко живцов. Жить будем в моей старой дачке. Растопили каминчик, прочистили дорожку. Батя с Костей сейчас продолжают ловить живца. Мы с Женей пришли в домик, потому что я провалился тут около берега. Плохой лед под снегом, промочил обе ноги. Вот, ловил с мокрыми ногами. Живца-то надо поймать. Сейчас вот одену сухие сапоги, сухие носки, возьмем жерлицы, пойдем заряжать жерлицы. Вот, потому что скоро стемнеет, где-то через минут 40 уже, потому что вечер. Приехали мы в Латгалию, в город Луза, моя родина, далеко от Риги. Ну как далеко, 260 километров. Вот наша старая дачка, вот наша территория. Вот, мы с Косяном приехали вот на таком жужике. Очень он оказался проходимый. Сузуки, маленькая полноприводная Сузуки. Вот, а так как он очень проходимый, мы ее называем проходимец. По колено мокрый сугроб я просто взял вот оттуда с дороги, полностью съехал в сугроб и вообще никаких проблем. Женька ехал с прицепом, вез там наши кровати, дрова, короче, кучу всего из Риги. Вот, на Вольвике маленько тут побуксовал. Ну уже откопал уже. Уже откопал, выехал. Сейчас еще раз заедешь и еще откопаем, да? Ну пока, надеюсь, наверное, не больше будет. Не придется, наверное, потому что Да не уже было хорошего корректировщика. Ну этого. да. Кто? Вот тут маленько так разбузили. Вот. Прицеп занесло, видишь? Да, но прицеп тяжелый, двухосный, набитый битком. На даче горит камин. Вечерком мы там наведем красоту, будет уют. Будем сидеть, я буду пить чай. Женька, батя и Костя что-нибудь покрепче. Будем рассказывать истории, а Костян играть на гитаре. Но самое главное, это то, что мы будем ловить рыбу. Знаешь Я что? ориентируюсь на щуку, а ты, Женька, ориентируешься на судака, да? А я на что? Что будет клевать? Я, знаешь, я попрошу Костю, чтобы он мне пару аккордов показал. Пускай научит меня играть. Мне он показал уже 2 аккорда. 2? Да. Какой? Как Вот, называется? Не знаю, Женька, как называется, я знаю, куда пальцы ставить. Ну хорошо, пускай они тоже покажут, и мы Научат. будем с тобой соревноваться, кто больше аккордов знает. Да, давай, хорошо. Хорошо. Я буду играть, а ты будешь выть. Ну, если получится, у меня голоса нет. Подписан он же даже. Да, это потому что если я как бы пропаду, чтобы знали, чей бур, Ага. ну, конечно. Понятно. Или, знаешь, где-то забуду, где-то вот я ехал, забыл где-то его, там телефон есть сразу мой. Ну ты красава, Женька. А зачем ты снял мой? Не показывай мой телефон только. Вдруг А мы будут его звонить. заблюрим. Хорошо. Может, поклонницы будут звонить, Женька? Ну, я женат, А за большие деньги? тоже женат. О, привет. Ну что, ты к бою готов? Где-то готово. Ты ботинки поменял свои. Да, все, я в сапогах. А что, смотри, дымятся они. Вот. Пар идет. Ботиночки парят. Да, выпаривается. Ну что, Женька, погнали. Погнали, все. Так, вот, все, мы на озере готовы ставить жерлицы. Чего, Костяныч, поймали еще что-то? 13 живцов в общей сложности у А, нас. нифига себе. Вы ушли было 6. А кто поймал? Ну, мы По 3 штуки. 4. Ага, ничего себе, молодцы. Все плотвички. Все плотвички. А, да. На тесто берет? Тесто съели, потом не пробовал. Ага. Отлично. Ну что, Женька, давай зарядим здесь на щуку. Я вот не знаю, имеет смысл сегодня на Травяной остров идти на окуня ставить? Не, давай на окуня не пойдем. Давай поставим на щуку и там подальше на судака попробуем доставить. Ну давай. Что, кушок? Огромный. Ну нормально. Вот зубами щелкает. Ну, такой же примерно был. Грамм 500, наверное? Мария кусит. Ну, 500 грамм хвост. 500 миллиграмм. Да.
Ну, попозже миллилитры пойдут. Да. Но это вечером. Ну, да. Вечером. Можешь эту прорубь сделать, чтобы мы ведро туда опускали? Ну, Ну давай сеточку сделай, давай живцами. попробуем. Ну. Поближе к тростнику ты хочешь? Да. Давай здесь где-то, чтобы не мешать удочку. Не, еще ближе. Еще ближе? Да. Я не провалюсь. Не бойся. Тем более, что камера включена. На камеру интереснее Да, будет да. проваливаться. Это имел в виду. А ведро у тебя большое? Ну да, вон тоже зеленый. А, тогда смотри. Ну все, видишь, такое. У тебя тоже 150-ка, да, Бур? Да, 150-ка, да. Ага. Ну и все, остальное пешней было. Так, ну что, первая пошла. Блин, я не знаю, я как один раз ее, мне кто-то говорил, типа, классное пиво. Вот сейчас подвесчик может быть. Да. Такой сумеречный. Так, ну что, Женька, ставлю на этом водоеме, знаешь как? Как? 30 сантиметров от дна. Ну, мне кажется, так сами лучше почти все ставят, нет? На этом водоеме именно 30 сантиметров надо. Ну, можно 29 еще. 29, но если 29, то щука точно будет наша. Да. Да, смотри, то есть у меня грузик, дальше такая жесткая застежка, дальше вот такой флюр огромный, видишь, Толстый, да. 40 сантиметров толстый, тройник и вот такое вот заводное кольцо. Ну нет, это 0,08, это 0,8. 0,8, Да. ничего себе. Надо, блин, кусачки, видишь, ну откусить этот вертлюжок. Да. Я потом и смотрю, да. Что здесь точно лишний вертлюжок. Ты порвешь, а жабры все. Не, аккуратненько вот. можно. Вот, под жабры заведем. Тут главное очень, Аккуратненько. очень щадяще это делать. Да. Так. Не, похоже, Женька, это Походу, рыбка. типа, надо ее за Да, это цеплять. слишком маленькая. маленький живец, да. Ты Да. убьешь ее. Да. Вот так туда посадим. А так с крупным живцом за жабры хорошо. Да, конечно. Ну, иди. Зарабатывай себе либо свободу, Либо смерть. либо смерть. Давай проверим, сейчас посмотрим, как ты поставил. Правильно или неправильно? Правильно или неправильно. Давай глянем сейчас. Крайний диапазон-то 2 метра. Это общий диапазон. И вот получается вот твой груз. Подожди, сейчас мы его поднимем. Вот смотри. Так, вот видишь, это груз поднимается. Да. Это твой живец. Так что получается, что живец на дне не лежит. Он уплыл в сторону, он приплыл. Да. И где-то, наверное, сантиметров 50 от дна он опускается. Видишь, он Ну, шевелится. давай на 20 сантиметров тогда приопустим, чтобы он сантиметр. Не щуки надо, не полметра надо, отлично. она наоборот его увидит, Да, сверху да. поднимется. Если щука будет плыть сверху, она внизу живца не увидит, а если она плыла вверх снизу, то она его увидит, этого живца. Так Ну, что лучше давай, пускай так остается. Я бы наоборот выше бы поднял. Да? Да. Так давай, может быть, какие-то поставим метр от 70 сантиметров, какие-то 40 сантиметров. Посмотрим, какие Ну, лучше сработают. Ну давай, потому что я хочу, если там буду ставить на глубину на судака, то я поставлю повыше. Ну, метр от дна я буду ставить, Ага. это точно, как бы. Понял. Может, судак поднимется за живцом. Ну, Ну, давай. я так считаю, но это не точно. И подкинем туда немножко прикормочки, чтобы, может, ну, судаку было, может, какая-то бель подойдет мелкая. Живца прикормить именно? Да. Ну давай покормим живца заодно. Хорошо.
Видишь, а представляешь, а если тебе вот, допустим, ставить жерлицы на глубине там 7 метров? Ну да, Ну, ты знаешь, как удобно получается. согласен. Сколько сейчас? Ну, сейчас получается где-то сантиметров 30, ну, вот одна. Нормально. Сейчас. Вот так вот. Вот так вот оставляю. Ну, Сейчас 50 сантиметров от одного получается. выбирай холотик. Слушай, как удобно с эхолотом. Ни разу с эхолотом не стал. Вечно замеряю грузиком. Ну да, потом Отматываю, поднимаешь, а так да. все хоба, и сразу. И сразу все в порядке. Ушла, смотри, с эхолота. Вот, поднимается. Да, видишь? ага, ну это крупная какая-то. Ага. Сейчас мы ее заструним. Так, что у нас тут 3,8 глубина. Да. Смотри, еще поднялась со Да, дна. да. Смотри, сейчас я... Видишь, я просунул под жабрами, видишь, Ага. поводочек. Да. Вот, видишь, просунул. Конечно, это тяжело. А, ты так, ты двойничок заводишь просто. Да, я смотри, понял. еще двойничок тогда. Да, я И вот так понял. вот смотри. Судаковая схема. О, сейчас мы его так в ротик. Ну что, Сейчас чуть-чуть выше, наверное, подниму. Все, оставляй, Женька, оставляй. Пойдем следующую заряжать. Сейчас. А, подожди. О, смотри, туда поднимается. Ага. Сейчас щелнет, Женька. Сейчас щелкнет. Кто-то там уже крутится. Ладно, пойдем следующую заряжать. Давай. ну эту мы первую, видишь, ставили Да. еще. Давай попробуем, посмотри, что там. Нет, Женька, Холостая. холоста. Слушай, она не битая, Похоже. похоже. Наверное, сама, наверное, Сама, Подогни флажок побольше, может быть, Да, чуть-чуть, да, да. уголочек. Саня, а что ты делаешь? Дымок здесь же, ты же видел, дымило. Ну я видел, дымил, я что-то решил уже хлебом зашпаклевать, что ли? Зашпаклевым хлебом, да. А что, а цемента нет у тебя, Саня? Не, А кто тебе, Саня, подал такую гениальную идею? я. Я? Да, ты, да, Костян, да. А кто дым увидел? Дым Женька увидел. Все втроем, короче. А камин кто А строил? работаю я. А Камин батька я строил. контролирую. Все, не дыминочки. Йогуртовый батончик. Ну вот смотри, Сань, ты классно сделал. Сейчас ты зашпаклевал это хлебом, эту щель. Она сейчас высохнет. Мы уедем, и крысам будет еда тогда. Они покушают. Крыс нет, тут мы. Нет. Ну или мыши. Только знаешь что? Лишь бы они кирпич остальное бы не съели. Не прогрызли бы дырку насквозь. Если рыбы не будет, сами съедим. Чё? Все животины есть хотят, все Ну, конечно. пусть едят. Ветра нет, давление надо. Ну сейчас, Костяныч, перекусим. Вы накатите Ну, накатить. и подключим пауэрбанк к этой хибаре. Электричество у нас сейчас нету здесь, а поэтому взяли мы с собой. Итак, Прислали нам, короче, ребята, пауэрбанк. Вот мы его будем испытывать, дачу будем освещать. освещать и оборудование заряжать. Это интересно, жду не дождусь. Я надеюсь, что это, ну, действительно Получится. будет работать, да, потому что у нас все гаджеты завязаны сейчас будут на этом. И что, ты хочешь сказать, что он 4 дня может освещать Не дом? знаю, посмотрим. Прислали на обзор, попросили снять. Хорошо. Поэтому, как бы, я сказал, что обзор будет честный, это будет прям испытание. Ну, Ага, подключаем целую дачу. да. Костян, что готовим? А у меня есть шикарная грудиночка с кожицей свиной. Слоистая такая, жирненькая. Я ее порежу на кусочки, положу на дно с луком и морковью. Дно казанского, афганского. Афганчика, да. Потом сверху квашеной капустки, а сверху картошечки. Ну, Не. понятно. И все это джинс часа на полтора, и там будет такой... Красота.
Женька, ты не профессионал. Почему? У профессионала не нужно столько инструментов. Ему нужно плоскогубцы и ножик. Так у меня такой, вон, смотри, он этот, еще такой есть. Шестигранник я взял. Нет, так изоленту надо Ё-моё. взять. Изоленту. Смотри. Так это не рабочий. А, так ты просто для картинки взял? Или это эхолот, Женька? Не, прибор. Женька смеется, что я купил очень дешевые эти патроны. Вот такие. Идея такая. Вот тут у нас стоит 12 вольт, потому что мы раньше тут 12-вольтовый аккум подключали. И паутина есть. И паутина. Сейчас вот это вот присобачим и вкрутим ледовскую лампочку на 220. Женька ржет, говорит, что ты купил, блин? Саня, куда провода подключать? А ты не с той стороны отломал. Сделаем петлю. Ой, ну, Саня, слушай, а если мы их просто подвесим вот так вот? Пожалуйста, подвешивай, я не против. Точно нет тока? Да. Нет. А если? Ну, блин. Нет, 75 ватт, нифига себе. нет, это аналог 75 ватт. Аналог, 11 ватт всего лишь. Ну смотри, какой ты нарядный патрончик сделал. Да, слушай. Не горит. А потому что не перекручено, кстати. Ну давай я сначала прикручу все остальные лампочки, потом подключим питание Давай. и проверим. Заодно проверить контакты в коробках. Через счетчик будем пускать, Женька? Обязательно посчитаем, сколько вы мне должны потом. И тем временем, смотри, какие кусочки вкусненькие. Костян, ты выглядишь как сутенер. В таких перчатках Да-да-да. и кепке. Мясочка, жирочек и нежная шкурочка такая. Специями пересыплю с солью, на низ положу. В казаноидюшке. Да. Даже масла никакого лить не буду, а зачем? Короче, вот, Женька. Это станция? Это подзарядка у нее. Это? Да, в сумочке. Она пока не надо же, да? Пока не надо. Он заряжен. Он Заряжен? да. Точно? Вот крышка. Ого. И вот станция. Можно пока сюда. Здоровый кумуль. Ого, ничего Давай, себе. держу. Можно доставать? Доставай, конечно. Вот, смотри, у нее 4 розетки. Мощность розетки 1,5 киловатта каждый. То есть 6 киловатт, что ли? Нет, На 6 навряд она ли. суммарно может 1,5 Суммарно. киловатта или каждая в отдельности. Один. Не, наверное, одна будет 1,5 киловатта. Одна 1,5, если две включаешь по 750 ватт и так далее. То есть он может выдать Да. одним разом 1,5 киловатта в час. Мгм. А, понял. Включаем. Вот, тут фишка такая, видишь, он показывает, что 100%. А, это заряд аккумулятора, да, его? Да, Мгм. вот, ну, Потребление 0 получается, когда да? начинается потребление, он сразу рассчитывает, сколько минут Осталось. и часов осталось ему работать при таком потреблении. И тут еще будут индикаторы, что подключено USB, Мгм. либо Type-C, либо Так AC. Так можно телефон будет зарядить там мой, севший? Можно все зарядить. Здесь вход ты можешь заряжать. Здесь вход ты можешь заряжать от солнечных панелей, но это мы летом будем юзать. Угу, Здесь классно. вход ты можешь заряжать от машины. А Ну, зарядки? Если приспичило. Здесь выход прикуривателя. Ага. Выход. Значит, со второй стороны, что у нас, кстати, тут 12-вольтовые такие, ну эти сигарет, ну эти как, ну ты понял. Ну так бы. А это для зарядки, наверное, нет? Или что это? Это ты можешь заряжать отсюда. Отсюда, хорошо. Это быстрые все зарядки. Это Мгм. очень быстрая зарядка. Да, Type-C. Type-C. Классно. Вот. Ну и фонари у них вон. Смотри. Ух ты, какие яркие. Хорошие. Ну, короче, Женька, шутки шутками, давай пробовать подрубать. А знаешь, что они еще классно? Знаешь, что? Смотри, у меня здесь вот ножки, и они совпадают с этими отверстиями. Можно сверху поставить можно еще модули, одну. модули такие Да, составить. еще можно сверху одну поставить, и она не будет болтаться. Одна будет на усилителе колонки, вторая на проектор в лесу, да? Дискотеку Ну, устраивать. кстати, хорошая идея. Да. А давай тестер возьмем, подключим и проверим, что нам выдает. Давай. Слушай, так нам поставить, слушай, напряжение. Во. Ничего не показывает. Потребление, потому что не идешь. Не, нету питания никакого, слушай. А, все, понял. Надо на розетке включить питание. О, да. Пошло? Нет.
О, смотри. 225. 5 вольт получил сразу. 225 вольт. Мгм. Смотри, ровненько выдает, да? Да, столько герц интересно, давай посмотрим. Давай, 50, наверное. Смотри, точно 50 герц, ничего себе, это как в розетках у нас, классно. Ну, амперы ты не померишь, потому что мы Ну, щас конечно, ничего не нет, потребляем. это же, конечно. Надо тогда в разрыв ставить. Женька, слушай, а ты можешь ты же сейчас всю электрику тут перекрутил? Ну, А если она коротнет, мы не спалим прибор? Не, я просто лампочки только прикрутил и плафоны, я ж не проверял эту электрику. Давай проверим это замыкание, накрутка замыкания, и если замыкания нет, тогда включаем. Да. Ну, слушай, замыкания никакого нет, вообще никакого движения. А хотя бы сейчас мы включим мегаомы. 69 сопротивления. Мегаомов. Да, ну так это ничего страшного. Это вообще ничего страшного, так что можно в принципе включать. Давай попробуем его включить сейчас. Все, есть контакт. Ну давай. Так, теперь подожди. Надо включить тут что-то. AC. А AC горит, слушай. Да. А света Значит, нет. разбора нету. Врубай свет, На ну. улице Выключатель. Подожди. А, на улице загорелся. А тут нет. А этот не этот выключатель, Жень. Вот тот. не этот? У экономки так не может быть, такой свет. Слушай, красота. Надо Да. это... Вырубай. Слушай, сразу грязно так стало. Пошли в Костя на комнату. Пойдем. Вырубай тогда этот телевизор. Сейчас, А где он? Подожди, тут. Вон. Во. О, смотри, тут все Жир. работает. Чё, Слушай, офигенно яркий свет. с первого раза все получилось, что ли? Ничего себе. Обалдеть, так не бывает. Я так не работаю. Вообще по жиру. Давай. О, Ё-моё. обалдеть. Обалдеть, а расход какой. Женька, у нас даже снаружи теперь свет есть. А я тут не делал. А, ну Это бесплатно. это Тесла где-то был. подъезжал. Не помню. Илон Маск. Как тебе такое, Илон Маск? А как я 40 лет проводку сделал это? Да. Ну И да. 40 лет лампочки тоже, наверное. Если Кстати, не больше. это и больше, да, потому что вон проволока уже, Так видишь? а даже он Зажигал. уже вся эта плесенью покрылась. Мхом уже. Вот, 93 ватта. А давай эту выключу, подожди, пойду. Ну, потому что там накаливание лампочки. Да, давай эту выключу, подожди. Вырубай. Вот, сколько? 3 ватта? А, Во, и все. 20. И причем та такая тусклая, да? Да, получается, эти три лампочки 30 ватт, а та 60 ватт. Здесь 3 лампочки. Кстати, смотри, как я рассчитал потребление, ну, потерю на проводке. Потому что лампочка каждая по 7,5 ватт. 11. А, по 11 ватт? Да. Не может быть. Да. Там написано? Да, написано 11. Тогда я неправильно посчитал. Смотри, расход показывает меньше. Они еще больше экономные. Да нет, потому что сопротивление в проводке в алюминии. И они не могут, на них столько не проходят. на Много пруде. не проходит, да, поэтому. Так, Женька, выключи сейчас кухню. Кухню, Да. смотри, минус 10 ватт сразу. Так. 21. Выключай Костя на спальню. Во, видишь, 20. Сейчас будет еще минус Сейчас 10. 10 ватт. Все, выключил. Так, смотри. 8 ватт получается. Вот эта лампочка жрет у нас 8 ватт. Ну что, блин, света не хватает. Посмотри. Да, как хватает света, очень много. свет. Если у нас этот пауэрбанк мощностью 1,5 киловатта в час, Да. это значит, что у нас потребление максимальное 30 ватт. То есть нам нужно 1500 На 3 поделить на лампочки. 30. 30. Если все 33, лампы горят, да. 1500 подели на 30, что получается? Ну, это сложная задача. Это не сложно, это 50 часов. Получается, 50 часов мы можем полить весь свет полностью. Это неделю можно не выключать свет. С 5 Да. вечера до 12 ночи это сколько часов? 6-7 часов. 7 часов. При всем включенном свете у нас хватает на неделю. Да, запросто. Мгм. Это со всеми еще заряженными гаджетами. Ну, в Конечно. теории. Подскокупся не надо, чтобы проволоку открутить. Проволоку, да. О. А нам не надо для продуктов такая штука. Это можно сварить. Ого.
А сколько ей лет, интересно? Этой лампочке, наверное, лет 100. Ну какого 86-го года? Не выкидывай. Не-не. Так, Да лампочку. не 86-го, 76-го. Не, ну вряд ли она здесь столько простояла. Никто не менял. Ну свет-то мы сделали не сразу. Я же помогал тебе делать проводку, прибивал жестяночками. Так, в костер. Ну все, теперь здесь будет вот яркий свет теперь здесь. Давай я его сейчас... Ну все. О, можно включать. Ну может плафончик поставим, он аутентичный такой. Ну давай поставлю, давай его. Он только не лезет почти. Ну ладно, сейчас его подогнем. Что эта лампочка побольше чуть-чуть будет. Ну на проволоке там это и вот. Ну вот и все. Можно включать теперь. Давай. О, Женька, она тускло горит. а она должна разогреться, наверное. Но не эти LED не разгораются. Контакт плохой, Жень. Она моргает. А может лампочка бракованная, слушай? Ну может быть. Я думаю, скорее всего, лампочка бракованная. Давай возьмем вторую. Давай. О, сейчас была вспышка яркая. А, наш контакт. Контакт, Женька. Не, лампочка бракованная. А бывает такое, да? Да, да. Вспышка. Давай, Жень. На, подержи. Может быть контакт, Женька, все-таки. Да не, навряд ли. Да, Ого. да. А, ну все, я покрутил и все, заработало. Видно, контакт был плохой. Окислился. Да, окислился. Видишь, на улице все время стоит, как бы вот. Тепло, холод. Да, тепло. Сейчас все, ставим этот плафон. Выключи его. Мелкий. Слушай, все нормально. Мне Ну, кажется. вроде бы работает. Отлично. Так. Берем мяско. Вкусненькое. Ой, руки-то у меня уже в углях. И белка, и жирка. Так. Ну, вон сколько. Ну, отлично. Костяныч, что у тебя на картошке насыпано? Кирпичи? Цианистый калий. Отлично. Люблю. Обожаю. Это квашенка, да? Квашенка. Морковка, лучок. Да. А что у тебя там пошло? Перец, Ой, пири-пири? Ой, пири-пири. Как думаешь, 3 или 1? 2. 2, да? И второй. Я думаю, что 2 хватит, Костя. Пири-пири, я его мельчить не буду, я его просто напополам и вот так вот. Все, хорош. Третий тогда я уберу, да? Да, наверное. Тут еще у нас лаврушечка. Меленькая, это хмели-сунели. Сверху. Что тут еще? Белый перец, черный перец. Ну и Красота. все. Все туда. Соли, конечно же. Нормально надо так посолить. Там у нас килограмма 1,5 свинины. Отлично. Ну, не пересаливай, может, там сильно. Ну да. Ложечкой перемешаю все. Чуть-чуть, потому что там под паром-то все равно все разойдется. Да? Конечно. Далее отправляю лук и морковку. Первее лук, вторее морковку. Разровняли. Далее квашенку. Ой, она вкусная такая, попробуешь? Не, спасибо, Костя. Ой, вообще шикарно. Я сейчас так пирожков наелся, матушки. А я вот себе вот столько оставлю, потому что у меня есть настойка на японской айве. А знаешь? Айфонской? На японской. Вот она. Самодельничная, сам делал, год И стояла. вот ты сейчас взял в руку и поставишь на стол? Сок. Сок. Чисто мед. Муа. Муа. Даже закусывать не надо, так что квашенку я отправляю туда. Ну вот, видишь, не Ставший. выпил бы, все. Капуста, блин. А так ты Да. предрешил ты судьбу капусты. Да. Ну и по просьбе трудящихся, я бы обошелся и капусткой, но по просьбе трудящихся добавляю картошку. Единственное, Саня, знаешь что? Ой, улетела одна.
Единственное, что в инструкции к этому казану сказано, что наполнять его нужно не более чем на 2/3. А у нас он уже наполнен больше, чем наполовину. Но 2/3 это и так должно быть больше, чем половина. Ну, Ну да. Так что... Ну это мышка. это как раз та лишняя, которая больше, чем 2/3. А слушай, не, нормально. Вот так и получилось, что 2/3. Примерно. С доски тут тоже поймай. Угу. Мы же хотим, чтобы было с соусиком. Конечно. Тогда надо потушённое было водички, мясо. чтобы водички добавить. Тогда надо. Но немного. Ну и плюс это стартовое пламя сильное, не сожжет мясо. Да. Рашка баба. Или как это там называется? Прикольная гравицапа. Несем на костер. Отлично, стейк можно жарить. Запросто. Что угодно, вещь. А дырку, наверное, надо в эту сторону, чтобы тогда не мешалось это, она пускай туда консоль это будет. А, чтобы здесь ходить, Да, типа? да. Тут она не встанет, потому что это дров. А она и так не встанет, он провалится. Ставь на решетку. Быстрее ставь котелок. Готово. Погоди, криво, Женька. Потому что Он так не такая- влазит чуть-чуть. Слушай, тут все криво, Саня. Все. Много этого Сань. угля. Тут все криво. А чем кривее, тем Вкуснее. интереснее. Тем более по-русски. Может быть, его надо не внутрь ставить, а наверх. Тогда Нет, дров. супер, нормально. Так, ну вот что у нас получается. 35 ватт. Сейчас он потребляет. Заряжается телефон с розетки. Заряжается с розетки батарейка Sony. Свет на дачу идет. Заряжается Костяна Армитек. Заряжается по быстрой зарядке еще GoPro батарейка. Вот. Так что надеюсь, это не шляпа, и он не будет так, что, знаешь, сейчас 100%, а потом 10% и свет погас. Ну не, надеюсь, так не будет. Надеемся. Надеемся, конечно. Ну, а у тебя, Женя, что там? Там уже казан стоит, доходится. Ну и раз казан доходится, надо сделать какой-нибудь зеленый салатик. Тогда вот сейчас, ну что у нас тут? Огурчик, помидорчик, Чтобы клетчаточку паприка. Получить. Да, он обычный салатик, что у нас тут. Заправим соль, масло. Ну и все, больше ничего не будем. Так, по классике. А ты заметил, на какой ты кушетке сидишь? Нет. Советская, старинная. Ничего себе, ну это не я, если что. Сколько ж там пара? Давление. Ну, сейчас я вижу два пара. 2 пара. Это пара. А, пара. Костянчик, ну как тебе наш уют? Особенно, когда сам приложил к этому руку. Сам все сделал. Когда приехали-то тут было такое все. Нет, тут, ну, грязи не было. Ну, год, наверное, полгода тут никто не появлялся. Ну да. Здесь хозяйничали пауки и мыши. Не, ну матушка тут была прибравшись, все было чисто, просто Да, что не про это. все отсырело. Когда человек уходит, приходят другие. Сущности. Тут, ребят, что-то дедовское я нашел, прадедовское. Вот как называется это? Что, отшлифовано хорошо? Ну да, ясень. Это от ткацкого станка, да? Ну, деда была предельная машинка, он сам ее делал, токарный станок по дереву самодельный. Таня, вот это Комоды всякие. Вот это что? Кто знает? Ребята, напишите. Ну, очень приятно она, Костян. Да, отшлифовано, прям идеально отшлифовано. Прям, я не знаю, чем он шлифовал. Прям Нитками, вот гладкая. когда прилили, А, с это шерстяными нитками, нитками, да?
какой-нибудь овечьей шерсти. Овечьего типа. Надо у батьки спросить. Он явно был заставлен работать этим девайсом в детстве. Да. Ну вот и настал момент, как Истины. говорится, истины, да. Хватит ли нам часа? Хватило ли нам часа для приготовления этого блюда? Я же готовил в нем 2 раза всего, Сань. Один раз тогда гороховый суп. Ну, с тобой мы готовим. Да. А второй раз... Крышка потолок пробьет. Не пробьет. А второй раз... Резкий потолок, типа, да? Блин. Надо подстукнуть. Стукнуть или открыть как-то. А если перевернуть его? Да. А ты подставляй рот, а я переверну. Ты тарелку давай лучше. Ох, еба моя. Слушай, Костян, запах бомбический. Ну нет, нормально. Супер. Будем это перемешивать? Не, Сань, картошка нежнятина, ее надо переложить в тарелочку каждому. Или с пюре, пусть Я бы будет пюре. перемешал. да, Кость? Ладно. А ты, Женька, что скажешь? А я как все, я так есть хочу, что как мне все вкусно. равно. Да? Я могу на угле поглядеть с мангала Офигеть, поесть. как вкусно. Ну давайте перемешаю, что ж. Да, перемешать круче. Такой, знаешь, будет Давай, Жень. полусуп, полувторое. Оп. Все, спасибо. Держи 2 руками. Держу, спасибо. Это уже супчик такой. Ну Хватит? да. Добавки. Красота. Здесь это мясо что-то. Да. Я поделюсь картошку, потом это. Что, мне одна картошка? Да? Давайте мясо просто добавим. Не, так давай. Саня, Ну, правильно, 2 перчика. 3-й был бы уже огневой. Угу. ты, Женька, не остро? Ну я бы 1 добавил бы. А лучше, может быть, Не, половиночку бы. мне хорошо. Ты не очень острая, да? Ладно, не принципе, просите, награда. добавим вам перчик. А вот еще скипятить чаек на ночь, там, термоса, на утро. Будет -1. Сегодня был +1, завтра будет -1. Чуть-чуть похолоднее. Лена вообще не ест речную рыбу, кроме судака. Ну, лечь в духовочке-то будет. Но когда Анатольевич закоптил леща, Дай протиснуть. она никого к нему не пустила, она его весь сточила одна. Прикинь, Откуда тот был лещ? с Даугмала, по-моему. Сдал, ну, она. Да, лещ Смысл, большой, смысл вкусный, же. конечно, если там чесночком, майонезом. Не, закоптили просто. А, Не факт, копченый? Не Ой, факт, копченый какая вообще рыба, бомба. как приготовить. Именно. Она еще сама не пробовала. Не пробовал. Ну вот тогда будет вообще разрыв. Сом это, конечно. У меня нормально 2 года подряд резинка выстреливает. 7 и 8. С берега это хороший результат. Ну, повезло, хорошо. Ну, 1 удар у тебя. 1 удрал, еще больше, да. Слушай, вкусно получилось. Слушай, кожа вообще не чувствуется, она вся растворилась. Зима, она закутана в снега, как в теплый шар. И у нее совсем особый зимний шар. Немного грустный и холодный, но очевидно очень модный. Зима, зима, зима. Она такая же, как ты, твоя зима. Она все делает по-своему сама. То подольет немного грусти, а то в окно снежком запустит. Зима, зима, зима. Зима, она холодная и жгучая до слез. И почтальон веселых писем не принес. И телефон мой пустомеля молчит, уставший от безделья. Зима, зима,
когда-нибудь, конечно же, пройдет. Но я боюсь, что это будет через год. А может быть и через 20. Со мной теперь все может стать. Зима, зима, зима. Она закутана в снега, как в теплый шар. Она такая же, как ты, твоя зима. Она холодная и жгучая до слез. Она когда-нибудь, конечно же, пройдет. Аплодисменты. Спасибо. Очень хорошая. Костяныч, ты хорошие пишешь песни, очень хорошие. А ты сам писал? Да? Прикольно, слушай. То есть струн. У каждой струны своя тональность, да? Да. То есть это ми, Ми? си, соль, ре, ля и ми опять. То А есть где до, я не понял. До пропустил? Нет. Если ты нажимаешь Да. где-то какую-то струну, зажимаешь на этой между этими порожками, то, соответственно, струна становится короче, да, и звучит другая волна акустическая. То есть она так открытая. Ну это все ясно, короче, все понял. Это все фигня, теперь как песню играть, а это мне не надо, до ре ми фа. Как эти, чтобы там... Если есть в кармане пачка Это несложно. сигарет, ну вот показывай. Это аккорд называется ми минор. Здесь 3 открытых струны. А потом- если как... Еще укоротить для тебя, да, Женька? Обычных смертных там КМ, БМ, ЕМ, ЕМ. ГМ, ЕМ. ЕМ. Хорошо. Ми минор. Если есть в кармане пачка Д сигарет. Возвращайся, нет. Я знаю все. Не, я так просто... Нет, ты хорошо звуки извлекаешь из аккорда. Ну, то есть у тебя технически-то все клево. Тапочки под стол. Ну что, полезли? Ой. Ой. Около окна. Комфорт вариант. Свежий воздух будет. Ну слушай, очень даже удобно. Удобная кровать. Очень даже хорошо. Мягенько. Ну, лучше, чем эта доска такая, знаешь, тынь, натянутая. Да, да, точно лучше. Ну все. Я готов принять ее. Морфея. Прийти в объятия Морфею. Сновидений. Сарочка, выходите, пожалуйста, за меня замуж. Мойша, встаньте немедленно с колен, не протеряйте наши брюки.
через 3 дня ты будешь на улице дома спать. Даже мне дома жарко. Костян, ну как спал? Отлично. Переворачивался слева направо, с живота на спину. Нормально. Башка мерзнет, а у меня капюшончик. Так я снегом тебя посыпал. Натирал. Вот, друзья, собрались. Это террариум единомышленников. Сейчас Саня ложку выдаст. Раз. 2. 3. 4. 5. Насыпь всю банку. И 6. Костяныч, а ты говорил, кофе хватит, посмотри. Все, банка кончилась. Это чтоб током Давай. не убила, Женька? Да не, это так, чтобы бодрячком. Кофе кто-нибудь будет еще? Тут осталось чуть-чуть. Я буду. Спасибо. Что у тебя, Саня, за бутер? Обзор бутера. Обзор бутера. Ну, для начала я взял 2 йогуртовых булки, испеченных в особой пекарне альпийских коровьих угодий. Сдобрил маслом сливочным. Положил пару кусочков свинины. Важно, чтобы свинина, видишь, была вот с такой вот прогалинкой. Ну и, собственно, правильный укус. Правильный укус надо держать бутерброд 2 руками. Да. Вот так отламывать, да? И потом нужно вот погонять, так погонять и кофе. Обязательно вот это вот. Слушайте, ваша вода уже крутую сварилась. Вот. Значит, Что за адское варево ты затеял? Ну, давай попробуем прикормить леща, может быть, отварим макарошек. Макароны без соли, без сахара и без мяса. И, конечно, без ничего. Лещ, я думаю, любит просто макароны. С водой. А вода, это, между прочим, это снег топленый. Растопленный, да? Растопленный. ножи. Ну вот и настало утро. Самое интересное время. Утро и вечер. Мороз около 3 градусов. Температура сейчас ниже 0. Костян, грациозно перекатываясь через сугробы, уверенным шагом шагает и привлекает окрестных собак. Посмотрим, попался ли кто-то там нам сегодня или не попался. Одна уже сработала. Интересно. Вторая сработала, Женя. 2 сработки. Вот я же отсюда вижу 2 сработки. 3 сработки. Может быть, Я вижу 3 жерлицы. И все 3 сработали. Странно, размотала чуть-чуть. Не до конца. они замерзли. Да нет. Может, собака, блин, нам все Нет, посрабатывала? следов нет, следов нет. А, следов нет. Подчеркни всегда. Не, подсекнуть надо сначала нагрузку. Натяжка туда будет. Сама размотала. Да, вряд ли. А, слушай, трава. Давай Не поставим чуть повыше. Выше, да. Доставай, Женька, практика. Это что размотано? Ну, плотвина сильная, видимо. Так-то, ложная у нас была тревога. Плотвичка живая, все в порядке. Надо побольше загнуть флажки во избежание.
Идем дальше. Здесь, похоже, будет то же самое. Надо флажки Что-то слабое. Флажки загибать. Да, слабое. Ну сколько ты размотана? Сама. Сама, да. И в траву утянула. Меньше глубины, что. Раньше тут не было травы, сейчас все выросло. Так, это рыбка сдохла. Не хапано? Не. А в траву завела и сдохла. Задохнулась. Лепы. А это размотано. А, вот сейчас пойду. Не, леска на катушке, смотри. Ну а на катушке. Женька, скорее всего, щука гуляла, подходила, что лодка так сама не будет Ну да, сильно вырывать. Напугала ее, и она сорвала Сорвала флажки. флажки, да, надо подогнуть их, чтобы они покрепче Я стояли. подогнул. Ну все тогда. Вон, видишь, как колбасит, смотри. Да. Это у нее есть судороги. Тоже не Ну, до... что на последний? Тоже пусто. Это не последняя. Тоже пусто. Тут такая же. Сейчас посмотрим. Тоже трава. Лодочка дохлая, давай поменяем. А, хватанная. Хватанная. Вот это битая. Вон какие клыки. Ага. То есть хватал кто-то эту рыбку. Давай, Жень, свежую. Давай. Ну маленькие остались. Подловим сейчас. Получается первая размотка, с хватом. Остальные все, это была рыбка сорвалась. Подгибаем флажки. И не теряем надежды. А вот эту размотала полностью. Да, скорее всего будет. Натяжка есть. Есть. Смотри, в кусты завела. Есть, Жень. Давай. Вот она, красоточка. Вот первая. Хе-хе-хе. Заглотила, полностью заглотила, Да. да? Не, вон там крючок торчит уже. Лудзинская, Женька. Ты еще лудзинскую не видал, Да, наверное. какая красивая. Там А, печать Made in смотри, Лудза. кто-то ее тоже ел, видишь, Саня? смотри. О. ага, Александр. Девничек. ага, спасибо. Ну что, расчехлили? Да, Жень? Да. Так, давай плоскощи. Yes! Каждому по щуке, Да. сказал повар. Сработала эта луночка. Вот как раз около выхода с нашей дачи. Ну, там еще Женя сработана стоит. Там Женя у него судака через жабры одета. Может, судак есть там у него? Там глубина. Слушай, ну заглот не глубоко был, да, Женька? Да, и совсем не глубоко, с краешку. Повезло, что не пришлось доставать. Ну во, смотри. Работает. Какие А у тебя улыбочка? планы? Ну что, у нас очередная сработка, давай попробуем отдолбить. Довольный, да? Вмерзла вся. Но зато долго он стоял, ждал, да? Слушай, она капец мерзла, тут надо... Вишню не надо, но размотана целиком. Да. Ну что-то есть вроде бы? Нету. Нету. А сначала было? Нет, видно, на грунте сидела, наверное. Ну далеко оттащено. Живца нету.
Да. Блин. Крючок маловатый у вас. Да, не, вроде бы. Маловат, Жень, да, на щуку точно маловат. То у тебя на судака. Судака. Ну вот и прекрасно. Одна щучка есть. Но это значит, что поймаем мы еще. Там ребята пошли закармливать с эхолотом на глубине 3,5 метра. Здесь озеро не глубокое, здесь в принципе 3,5-4 метра. Такая средняя глубина 3 метра. Только вот между островами там 5-метровая яма. Вот, на эхолоте показывает рыбу здесь. Мне нужно сейчас живцов подготовить, потому что израсходовали мы всех. Нечем больше заменить, если размотки будут. Так что погнали ловить живцов. Какие красивые рыбинки. Синенькая, голубенькая. Мормышка такая легкая, что проблема на дно опустить. Но зато работает. Вот. Очень неактивно сегодня клюв у нас. Но потихонечку что-то происходит. О, ничего себе. Это поклевка была. Ну, плотвища. Хорошая. Прям плотвища. Пошла раздача. Прикормочка сработала. Руки подмерзают. Понемножку. Ага. Давай, не стесняйся. Давай. Приходится как бы в натяжечку небольшую держать, когда она клюет. Что трудно подсечь такие поклевки слабенькие. Не поймать момент. Приходится немножко все время на небольшом подъеме делать, чтобы во время прикормки раз на подъеме чувствую, что уперся мормышкой ей в рот, и тогда подсекать. Ага, есть. Небольшие, конечно, но хорошо, что хоть что-то. Так что, ага. Ну давай, не стесняйся. Ага, давай. Очень резкие поклевочки, мелкие. Сейчас здесь попробуем закормиться и попробовать посидеть на мормышке, может что-нибудь из этого и выйдет. Ну да, видишь, лучше сделать сразу большую лунку, чтобы мало ли если лечь будешь, чтобы не мучиться. Давай сейчас почищу лунку, попустим холод, посмотрим, рыба есть вообще. Да, может быть зря насверлили, может быть здесь сейчас зря кормить, как бы. Давай. Но опять же проверим. она ж может подойти на прикормку, Жень, даже если ее нету. Ну если нету, но надо давай посмотрим, может быть рыба будет сразу. Давай посмотрим. Потому что там вчера была рыба, сразу видно было ее. Ну как чистенькая луночка.
Сейчас щука хватит. Ну, пока рыбы не видно, пока нету ничего. Пока рыбы нету, слушай, может быть, да пока нет смысла и закармливать. Погода поменялась, отошла куда-то. Давай посмотрим в других лунках, что. Ну что там же не видно? Ну, тут, мне кажется, рыба есть, да, вон дно, видишь, ходит как бы. Мне кажется, тут есть рыба. Да, тут рыба есть. Так что давай здесь будем закармливать. Здесь ее вчера видели ее, когда ставили жерлицы. Так. Ну, тут как бы видишь, это дно, и если рыба есть, то оно или поднимается, как бы, или ну, какой-то силуэт здесь появляется на дне. Да, да, меняется картинка, как бы. Сейчас чистое дно, ничего нету пока. Сначала макаронами закормим, 2 крайние лунки, а посередине закормим прикормкой. Отлично. И Идея посмотрим, хорошая. И посмотрим, что из этого получится. Давай. О, а они утонут? Да, вон тонут. О, офигеть. Хватит. Да, нормально. На целый полк. Покормим рыбу. Вон, видишь, тонут макарошки, вон, видишь, пошли на дно. Сейчас, Саня, как у тебя? У меня все хорошо. Сколько живцов? Работа какая-никакая имеется. Дети растут. Ногти тоже. Ой, ногти, что ты вообще? Вот, а что по рыбе? По рыбе плоточки маленькие, Меньше, чем вчера? меньше. Угу. Вот, но В количестве? в принципе, Костяныч, еще штук 5. И пойдем, наверное, пообедаем горяченькой едой. Да, отлично. Вот, потому что тогда живцы у нас уже будут. Значит, это самое, как говорится, Того этого. ой, сейчас немножко еще несколько штучек поймать, чтобы если жерлицы пойдут с работки, чтобы было что менять. Ага. Слушай, но у нас там Тишина, тишина. Я вот все это время ходил от лунки к лунке. да, На одной только лунке, где закормлено было мелким прикормом, да. 2 каких-то потычечки были незначительных. И все. Потычечки. Ну такие. Тык-тык, тык-тык-тык. Все. И больше сколько я там не стимулировал, ничего. То есть ты пытался стимулировать. Да. Улыбался в лунку, показывал, и, ну сам понимаешь, Я понял. перспективы. То есть получается, что работал ты там, как говорится, аниматором. Выниматором. Выниматором, если бы ты что-то вынял оттуда. Такая была, в общем, задача была такая, но не смогла. О. Отлично. На сработку, значит, знаете, как на праздник. Вы говорите, вот не клюет. Сейчас. О, мотает. Смотрите, мотает. Крюк, конечно, мы не взяли. Нет? Вот она, красоточка. Ай да Сашка. Ой, что ты? Одноклассница. Ага. Ну надо взять тебе что-то, чтобы подцепить. Что подцепить?
Скажу. Ура! Ну, ребят, жарехой мы обеспечены. Не знаю, когда, сегодня или завтра. Сегодня? А что не сегодня-то? А что не сегодня-то? А что не сегодня, Костян? Сегодня. Жареха и уха. И уха. Красота. Класс. Так, заряжаем. А приятно-то как, потому что только взяла, не так, что там уже замученная. Тащишь, дых-дых-дых. Красота. Кайфоз. Вот, сейчас морозики крепчают, она должна еще более активироваться. Но на этом озере она с оттепели начинает холодать. И чем больше холодает, тем более активно щука становится. Ах, красота. Давай. Смотри, видишь, как лепится, Женька? Да, вижу. О, это хорошо слепил. Это хорошо утонуло. Ну, то Сразу надо- на дно пошла. Да. Очень пахнет хорошо прикормка. Сильнее сжимаешь, воздух уходил, чтобы тонуло лучше. О, пошла. Вот и рыбка начала, видишь, на дне шевелиться маленько. Может это малек? Может быть сейчас здесь попробуем живцов поймать? Может быть. Может быть, там, Женька, я только одного окуня пока поймал. Да. Да. Ну что, надо здесь ставить сейчас. Леща пробовать. Сейчас кирпич уберу. И тогда будет вообще все по фэншую. Смотри, здесь это Вправо ставим, сдвинем. это ставим сюда, Ага. а вот это ставим сюда. И получается, что видишь, тепло сюда идет. А ты чисто ботинки. Вот так вот. Надо ж так было мне вчера. Ну, есть там жар сейчас. Есть, есть. Тут главное, чтобы эта подошва не потекла бы потом, не расплавилась. Обед из 2 блюд будет. На первое вчерашняя заебуриха, а на второе вишенка с копченой свининой и жареным луком. Красота. Накашем заебуриха. Ну, заебуриха. Уже бурлит, можно убрать огонь. Костя, я готов к употреблению Употребление? и пищи. Немножко подождать, Женечка придет. Ой. Желтое на желтом не видно, да? Да, отлично. Но обед у нас будет такой, что мы на рыбалку не захотим идти. Хочется будет полежать. Монстр. Соли. Только не омлетируй. Нет? Не. Ясно. Ну, парочку Я ж- можешь. Я же спросил, скрэмбл сделать. Не-не, Ты парочку. промолчал. Ну Парочку ладно. омлетируй. А зачем? Если Ну, нет, давай. так нет. Как это будет вкусно, Костян. Уже слюни бегут. А когда ты лук будешь добавлять? В конце? Или сейчас хочешь? Давай сейчас.
Начало У меня клевать. поклевки тоже на средней были. Тоже Но слабые. Так, Женька, это получается дальняя правая сработала, это моя, да? Ну, мне кажется, Пойдем смотреть. первая твоя, мне кажется. А, не, была моя первая, потом твоя вторая, моя третья, твоя четвертая. Ну а ты попробовал чуть-чуть, но ты недолго вытягивал эту леску. Да, метр какой-то. А, А синяя была? Даже меньше метра. Или зеленая? Синяя или Розовая леска. это Женькина. Зеленая леска у меня. Или розовая. Зеленая леска. А у тебя зеленая? Зеленая. А у меня, значит, розовая. Розовая. Я задубил, еще даже не согрелся. Вишенка хороша. Вишенка классно. С перчиком. Угу. Попадается, да? Ну, баню сегодня надо поставить. Да, поставим, конечно, я думаю, сегодня. Ну что, Костяныч, я пошел. Шатер сейчас поставлю на закормленных лунках. Ты тогда, может, Давай, я подсогреюсь еще немножко и присоединюсь. передохни, через часик подгребай, да? На, А лыж- вечером- на лыжах. А вечером Женька будет нам что-то там готовить, а мы с тобой баньку поставим. Тем Да. более гораздо приятнее будет туалетичек в баньку занести, правда? Да. Значит, нежели потрастеван, как Женька сегодня с утра. Да, бегал по трассе. Тростяной кот. Нет, дрестяной кот. А, работает капустка-то? Да, Работает. Совершенно перестала брать. Плотвичка резко раз обрезала. Вот подумали с Женькой, может быть, щука подошла. Сейчас потрясем маленько балансирами. В принципе, уже сумерки. Буквально 10-15 минут. И потом пойдем уже ставить баню. Женя будет готовить что-то. Последний шанс. Сумеречные выходы щуки. Знаменитые. И сваливаем на дачу. Замерзли уже. Да, он сопли ручьем текут. Сейчас пойдем греться. Блин, банька сегодня, Костян, да? Вы все обещаете и обещаете. У тебя такой видон, Костян, интересный. Какой-то, как будто из какого-то фильма ужасов. Типа, знаешь, добрый-добрый дяденька, а на самом деле ты маньяк. Маньяк, маньячила? Да. У тебя здесь в шапке спрятан Тротил? мандарин. Мандарин? Да нет, там у тебя помидор спрятан. И если вдруг тебя за тобой погоня, ты раздавливаешь помидор, у тебя здесь кровь течет, ты так. Костян, если сделать вот так, теперь тебе сделай злую морду. Насупься. О, вот это дело. И так ты мог бы быть инспектором. Инспектор! Инспектор Рыбнадзор.
Здесь хоть покрупнее плотвичка. Перешел на батино место. Батя тут есть одно местечко у него. Тут плотвичка хоть покрупнее. То я днем там на жерлице совсем мелочи наловил. А тут такая зачетная для жерлиц. Живчики хорошие. Ну какая красавица. Чистенькая, блестящая. Красота. Единственное, малюсенькая мормышка, блин, заглубить ее — это целая история. Как будто ловлю на простой крючок без груза. Ну, давай, заглубляйся. Что там уже, клюет, что ли? Угу. Есть. Маленькая мормышка решает зато. Ну вон, смотрите. О. Долбит. Но я же не могу, мне надо этого пускать. Стайка подошла, плотвички. Ладно. Там она что-то настойчиво клюет. Сейчас положу, опять начнет. Угу. Угу. Еле-еле подергивает. Ладно, пусть на двух стульях не усидеть. Да и зачем? Вот.
Смотрите, какая мормышка, видите? Вот, если клюет преимущественно на такую мормышку, это значит, можно сказать, клёва нету. Ну, вот там побольше мормышка, там тоже клюет, но как бы она то ли пугается веса, когда вес во рту чувствует, бросает, то ли что. А эту она не боится прям хватать глубоко, заглатывать. Сижу потихонечку, ловлю живчиков. На батькиных лунках клюет отлично. Уже так подловил, так что живцами мы почти обеспечены. Побольше еще подловлю, чтобы завтра можно было вообще на живцов не отвлекаться. Заниматься чисто жерлицами и, может быть, на балансир побегать. Женька пошел на острова, на яму, проверить, что там на эхолоте будет показывать. Потому что те лунки, которые днем он закормил там макаронами и прикормкой хорошенько, лещ не подошел. Будем еще по темному, конечно, проверять это. С эхолотиком пробежимся, посмотрим с пару удочками на всякий случай. Ну ты там смотрел, были сработки? Не было. Не было? Не хочет. Там глухо, вообще ничего. На этих, между островами на яме 0, да? Рыбы много, рисует, показывает, выходит, Ага. но не клюет, ни одной поклевки нет. Ну тут рыбы, в принципе, на этом озере много. Видишь, как поменялась сильно погода. Было оттепель и безветрие, а сейчас холодный ветер и мороз. Да. Теперь надо устаканиться погоде. Может, завтра получше будет. Завтра уже сильнее ветер обещали вроде бы. Еще сильнее. Но оттепели не будет. Да, и похолодание будет. Ну. Ну, посмотрим. Видно мормышку? А, вон она, точно видно. Ну, подними чуть выше ее. Сейчас подними. Да, выше. вон она. Да, вот она видно. Вот рыба на дне, видишь? Да. Поднялась. Бугорчик поднялся. Ну, сейчас возьмет. Да, пускай ее. Видишь, тут глубина такая, ничего. Угу. 2,9 плюс, ну, добавим шнур. Да. Почти 3,3 метра где-то, да? Ну, наверное, 3 метра. Потому что сейчас, если датчик-то почти около льда. А, ну да, 3 метра. О, видишь, там мормышка на дне Да. опустилась. Тут может и подлещик подойти. Да. Я закормил полпачки. Может, это, Женька, из-за тебя? Смотри, клевала, пока ты не пришел. Что, давай я уйду тогда. Пойду жрать готовить. О, Костяныч идет. Костяныч, чайка хочешь? Очень. Смотри. Молоточека 2-3. О, смотри, какой крепкий пуэрчик. Пуэрчик. О, Ах ты моя. Прям мне. да. Опа. Подожди. Взял. У меня еще и шоколадка есть. Не, это без меня. Мне нельзя. Я и так Шоколадный. шоколадный заяц. Подхожу, колесико крутится. И трясется вся эта система. Тряслась, говоришь? Не до конца раскручена, До конца. а то и трясло меня. Слышишь? Опоздали. Да. Блин. Жалко. Траву затащила. Траву затащила, да. И выплюнула. Ага. Сильно тряслась? Да. Это сама. Может Штанов. маленькая, может быть, нет? А кушок может какой-то.
Да, побита вся. Ну, не особо. Не особо, да, выплюнул. Может, окунь даже, да. Да нет, затащила в траву, почувствовала натяжку. Ну а что, у вас сегодня, Сергей Анатольевич, Плотва. плотва? Вот донесу, не донесу до дома. Полный. Поможем. А у тебя же ничего? Лечь. Сом, как обычно, да? Сом 2-метровый у меня тут. Завтра съедим. Хорошая приспособа. Да? Да. О, нормально тут. Нормально. С голодухи жареху можно сделать. Поставим, сейчас там заменим. Слушай, ну на завтра мы живцами обеспечены, даже если вдруг раздача начнется. Что в принципе возможно, потому что морозик крепчает. Ох, руки замерзли. Так, ну что, пойдем заряжаем, Костя, Последнюю. эту сработку, да, и пойдем на дачу, На да? баню, да. Надо в баню. Хочется погреться нормально. Я тоже прям аж, я вот так хочу погреться. Блин, крючок к рукам примерзает. Ну да. А ветрюга. Северный такой, холоднючий, блин. На этом озере северный ветер. Это зло. Такие кусочки хорошие будут. Звенящее. На зубочек как раз вот раз и положил его в рот. И косточку тоже обязательно, там, вон, смотри, сколько мозгу. За косточку будет драка, Костя. Кто первый ее хватанет. Я на нее плюнул. Я микробов не боюсь. С такой, слушай, полосочкой говядинка. Слушай, как вкусно она пахнет аж. Слушай, хорошее мясо. Кто покупал? Хорошее. Слушайте, а это не теленок вообще? Какой-то Это бледненький. говядина. Говядина. Теленок вообще он такого цвета, бежевого. Розовенький такой, совсем. Ну это может быть, хорошая может быть говядина. полутеленок такой уже как бы. Слушай, а у вас еще и голяшка тут будет? Да. То есть будет у нас Про какую косточку мы говорили? блюдо у нас будет прям с мозговой костью, да? Конечно, вот весь вкус даст эта мозговая кость. То есть это у тебя вместо кубика магги. Не, ну так маги не используем, ты что, маги пускай эти студенты в Маги, общежитиях пускай магии используют, да? Мы против магии, мы за науку. Слушай, Женька, хороший помпон, в нем можно проносить, провозить все, что хочешь, да? Да. Чекушка туда, наверное, влезет у тебя. А что у Так тебя там шапка на самых ушах? У тебя что под шапкой там? Под шапкой там чекушка. Ты раскусил меня. Мы вот сейчас ставим решетку и ставим греться казаны и начнем обжаривать баранину. Ой, какую баранину? Начнем обжаривать говядину. Хотелось бы баранину, но будем говядину. Да, баранину мы себе позволить не можем этот раз. Да ладно, Итак, можем, просто, не решили хочешь. говядину. Хорошую баранину тяжело купить в наше время сейчас у нас. А Саня в это время уже почти поставил баню. Ну, мы вместе, Какой он конечно. молодец. Ну все, пускай греется. Все, сейчас схожу за маслом, нальем масло и закинем мясо, пускай обжаривается. Меньше слов, больше дела, Евгений. Все, как скажете, шеф. Ну что, баншчик. Ну что, Костяныч, тверки целы. Гравицапа.
В рабочем состоянии. В рабочем состоянии полностью после обслужки. Слушки. Сейчас посмотрим, чтобы все у пазы зашло бы. Вот дверцы надо разблокировать. Вот так. Чик. А Ну, там это просто шкатулка драгоценностей какая-то. шкатулка с дымоходом. Сейчас дымоход извлечем. Опа. Каждый раз, Костяныч, мучаюсь с этим дымоходом. Не знаю, кто такой удумал. Неужели нельзя было на 1,5 сантиметра Короче. топку сделать большая? Или Эти меньше. патрубки эти? Честное слово. Мобиба, что? А как удобно застегивать на морозе эти молнии, Саня? Как молнии на морозе застегивались. Ну просто сказка, красота. Не пересказать словами. Нальем маслица. Пускай разогревается масло. О, уже шкварчит. Ну что, как там у банщика дела? Банщика дела всегда хорошо, Косян. Ты знаешь какого-нибудь банщика, которого нет хороших дел? Не, у банщика всегда и уважуха, Что ты? и респектуха. Респектуха, обнимуха. Главное, мыло на пол не кидать, Ну, не ронять. есть такое дело. Что, Косяныч, банька Готово? стоит, скамеечки стоят, стеклышко чистое. Подпаливаем. Сначала водички надо принести, Ага. ведрышко 4. У нас за счет бани будет доступ к теплой воде, доступ к водным парным процедурам, термальным, так сказать, с веничком дубовым. Жень, все поджарилось с корочкой, я даже убрал, потому Да, что... да, я так и помню, что вы там долго уже. Ого. Я не знаю, что ты дальше хотел делать, поэтому я убрал. Да, да, правильно сделал. Вот, нам Костя оставил чуть вина беленького. Сейчас Полстаканчика. полстаканчика добавим для вкуса сейчас мясо, пускай чуть выпарится. Ой, запах бомба. Ну все, вино у нас выпарилось. Сейчас ставим на угольки. Ну сейчас часик пускай потушится, добавить минералки. Часик потушим. И потом еще, наверное, 1,5-2 часика с овощами будет все это дело тушиться на медленном огне. Ну,
Все, последний уголечек. У тебя тогда получается чугунная жаровня. Угли снизу, угли сверху. Да. И пускай сюда делать сейчас часик минимум потушится. Красота. Смотри, сработка у нас очередная. Всю леску размотала. Ходили за водой. Заодно посмотрели. Ух ты. Большая? Не, в кустах завела и... И сорвала? Ну, сорвала живца, но не было. Блин. Живца же сорвала, в кусты заточила. Пусто. Очень жаль. Очень жаль, да. Ну ставим живца. Давай. Ну что, Женька, надежда, значит, Да, вот. не будет покидать нас. Ну нет, конечно. Надежда умирает последней. И нас она никогда не покинет. Жень, ну что, кипит уже минут 10. Да, давай посмотрим, Давай. что там у нас происходит. Вот, как все тушится. Прекрасно. У нас что? Хорошо, что проверили, что у нас угол большой. Сейчас надо будет это. Сейчас я сделал красиво. Уруню выставлю. Ну пока мясо тушится, я подготовлю пока эти овощи для говядины. У нас там будет лук, морковка, помидоры, яблоки, брокколи. И в самом конце добавим петрушки туда. Отлично. Полный набор витаминов. Да. Яблочки вкусные, кстати, я уже пробовал. Да. Она, яблоко придаст немножко сладости. Конечно. Говядины. Если она будет долго тушиться, она вообще, я думаю, Оно разварится все, конечно. да, и пектинчик, он даст такую пюрешечку хорошую. А, я забыл сказать, что чеснок надо еще. Вот что нам надо еще. Это уже. Помидорчики, да? Да, у нас помидорчики пойдут в ход. Все равно, если это будет тушиться 2 часа, это все разварится и превратится в вкусный соус вместе с говядиной. Зелень нет? Приправа для мяса, Чеснок, да? чеснок будет А, ну и нормально. и петрушка. Много специй не будем. Нет, должна быть какая-то одна нота. Вот у тебя приправа для мяса будет. Все будет, в принципе, натуральное. Все будет в натуральном соку. Угу. Не Два будем. перчика чили. Перчика чили можно будет, ну только один кость. Один кость. Хорошо. Ну что, немножко витаминчиков, как же. Я обожаю капусты всякие. Я тоже люблю. Никогда я раньше в детстве не любил, но сейчас. Но у меня Не в детстве знаю, не такая- было никакой брокколи, ни цветной, ничего не было. Была только белокочанная. Так, это оставим чуть-чуть завтра для этого. Чего? Для. Да режь всю. Не, это будет для. Ты салат хочешь? Нет, это будет для как его? Омлет. Омлета. А, ну шикарно. Для цвета. Вот так вот Да. оставим. Отлично. Слушай, Женя, Да. вот брикеты шуруют, смотри. Да, капец, блин. Труба 2,5 метра. Да. Ты посмотри, пламя как летит. Турбо. Турбо. Так у тебя, может, там это печка с турбиной, что ли, может быть? Да, брикетами топить хорошо. Смотрите, какая печка. Красная. Труба красная. Можно лизнуть ее. Такой у нас парогенератор. Здесь тройник стоит. Здесь отбор горячей воды. Вот. А здесь трубочка. Вот открываем. И пошло месиво. Вода по трубочке ходит вокруг и заходит вот туда, в дырку. В отсек, который подогревается напрямую пламенем. И происходит вот что.
Видите, как камера запотевает. Становится адски жарко. Лук, морковка, помидоры, яблоки, брокколи, петрушка. Офигеть. Это все пойдет. Это будет все 2 тушиться вместе с мясом. Да? Сейчас оно час тушится без овощей, и потом 2 часа вместе с овощами еще Уже, будет наверное, тушиться. пора тебя закидывать. Через 15 минут. Ага, Все под хорошо. контролем. Вода там есть, не сгорит Вода мясо? есть, нет, вода там есть. Все есть. Отлично, отлично. Хорошо, коллега. Вот так вот. Сейчас все это дело посолим, поперчим. И пускай все в своем соку все это дело тушится. Ну и под ней тоже пару уголечков добавим, чтобы снизу тоже тепло шло. Все вот большими кусками все можно. Любишь ты рукколу, да, Женька? Не знаю. Наверное, с сегодняшнего дня ты тоже полюбишь ее. Не, я к ней нормально отношусь. Я тоже. Не то, что фанатею, ну... А масло подсолнечное. Подсолнечное. Семечко. Да. Семечко не рафинированное. Мгм. Красота. Кукурузка. И кукурузу Для цвета. добавим. Для цвета и запаха и вкуса. Снег будешь прыгать? Он жесткий. Ну, главное, чтобы не желтого снега хапануть. Желтый в другой стороне. Красота. Ну что, не зря мы мучились, ставили баню. Не, ты что, баня никогда не зря. Баня никогда не зря. Жерлицы и баня никогда не зря. Все остальное можно пропустить. Ну, отлично. А пропускает Костян регулярно. И Женька пропускает, и батя. Сколько вы уже сегодня пропустили? Ну, я выключаю камеру. Колечками тоненько, видишь? Ну, О, красота. кайф. Граната получилась у тебя. Апельсиновая граната. Вырезаем, да? Да, вырезаем сегменты. Хоп. Чтоб пленочки Пленочки все оставались останутся у нас на у гранате. нас на гранате. Да, совершенно верно. Это грецкие, Грецкие орешки, да. они же греческие. Да? Да, это, знаешь, под греческий сыр, грецкие орехи. Ну, Да. Терияки соус. терияки. Терияки, да. Слушай, Костянчик, Да. я смотрю, салатик тут Да, Женька просто просто бомбический. да, там С грецкими орехами, да? свекла, значит, сыр брынза, руккола, грецкий орех, апельсин, красный лук. Женька решил нас окунуть в мир кулинарной Франции. Не, по меньшей мере. А я Мы в просто, него с удовольствием окунем. намазал черный хрен горчицей. На французской. Да. Тяжелый, слушай. Вкусная тяжелая кастрюлька. Так он еще это булькает, я думаю. Подожди, наверное, посмотрим. Ой, горячий. Я угли сдул, чтобы здесь не этот пепел не этот
не попал в тарелки. Ой-ой-ой. Офигеть. Ну-ка, Ой, посмотрим. пахнет. Протушилось. Чтобы это все приезженное сесть еще надо 3 дня здесь жить. Ой. Недельной давности, неделю назад отварили ее. Помнишь, комками. Сейчас получается Ну, Ну, так. холодненькое пшено положим в тарелки, потом вот этого и, и сверху салатик. горячего, да. Ой. Повар, Ну что, Женька, аплодисменты. молодец. Ну, вы еще не попробовали. Ничего. Рано хлопать. Цемент. О, Все, достаточно, спасибо. достаточно одной таблетки. Так, сейчас. Ого. Тут яблочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Держи 2 руками. Еще Чуть-чуть жишки. миска. Миска. Спасибо. Брокколи. Офигенно, я еще кусочек мяса подтяну. Вот это Спасибо, Женька, пока хватит, я буду потом добавку. Ну как, съедобно, Костян? бомба. Бомбяу! Да я, Бомбяу. правда, я еще про сам не попробовал. Не-не-не, попробуй. Горячо, Попробуй, конечно, Женька. но уже это очень вкусно. Так, говядина потушилась? Да что ты. Раз тушилась уже, смотри, тут уже вообще там капец. Вот. Это просто. Вкуса очень много. Знаешь? Получилось. Очень хорошо. У меня вопрос, почему у меня один желудок? Можем исправить. Второй нарастить. Есть у меня топор, пила. По окрестностям рассыпалась пыльца. Мужики домой подснежники несут. Закипает гормональный фон прыщавого юнца. А у меня седые волосы в носу. Вновь природа пробудилась ото сна. Мишки лапы с голодухи не сосут. Может, съел какого я зодиакального овна, что у меня седые волосы в носу. Может, гены мои сильно не того, прокачал с судьбой убитый организм. Может, мама на сносях переедала ГМО, а муж виной всему врожденный анонизм. Эх, куплю за пару баксов купорос, выжму сок свекольный, хну туда, ну, и покрашусь весь гламурный от ногтей до волос. Но вот что с лысиною делать не пойму. Все смогу, превозмогу, перенесу. Я породою из тех еще мужчин. Не сломают, не согнут седые волосы в носу, но лишь бы не было мимических морщин. Выпей пиво, и жизнь наладится, говорят умные мужчины. Выпей пиво, и разгладятся мимические морщины. Улыбайтесь, и жизнь наладится, говорят умные мужчины. Улыбайтесь, и разгладятся мимические морщины. Мимические морщины. Мифические морщины. Всяких. А на Дерибасовской открылась пивная. А знаете слова? На Дерибасовской открылась пивная. Там занималась компания блатная. Там были девочки Маруся, Роза, Рая и спутник жизни ихний Васька Шмаровоз. Он ездил побираться в город ночи и возвращался на машине Маки Форда и шил костюмы элегантнее, чем у лорда. Ну что у нас здесь? Подожди. Вот, так у нас сейчас получается 73% всего. Ну как всего, сколько мы? Нет,
То есть Съели, то есть всего получается 27%, да? 27%, да, 73% аккумулятора заряжен получается сейчас. Слушай, ну что у нас? Горел свет на улице, периодически на кухне, в большой комнате. Да везде у нас Иногда свет в спальне. горел. Все, Все 4 лампочки у нас горело, в принципе, с 4. Те же камеры заряжаются, телефоны, еще свой телефон здесь поставил на зарядку. все гаджеты Зарядился. заряжаются, телефоны заряжаются. Батарейки для камеры я уже заряжал, не знаю, для Sony заряжал Ну, весь день. батареек 7, 8, наверное, за все время. Зарядил 2 телефона. Зарядил... А, ты тоже, Женька, свой заряжал? Да, тоже Мой- свой телефон мой поставил фонарик на зарядку. зарядил. А, еще твой фонарик полностью Armitex. Свой Да. Armitex зарядил. Ну, короче, в таком доме можно, в принципе, наверное, неделю прожить. Можно без проблем. Но учитывая, что у нас здесь сутки уже горит камин, даже больше. Если бы он был на холоде, возможно, он бы разрядился быстрее. Это точно, это правда, да. Женька, ты как эксперт в вопросах аккумуляторов, электрики и прочих вот этих вот вещей, что скажешь? Что думаешь? И хороший девайс. Ну, если его использовать в таких местах, где дача, очень хорошо. И тем более есть такие дачи, где отключают электричество в зимний период времени. Ну вот как у нас здесь. Как здесь, да. Потому что ты взял, принес, Приехал с собой на машинке, поставил его. на машинке поставил, подключил, и все, у тебя есть свет, зарядить телефон. Ну, конечно, там электрочайник ты не подключишь, и микроволновку, там быстро сядет. Микроволновку я подключал на работе. Ну, можно там 2 раза, там, наверное, тарелку суп разогреть на семью. Ну, Каждому. маловато. Женька, тарелка супа съедает 1% у этого пауэрбанка. 1%. Да. Так что, если получается здесь 100%, можно 100 тарелок супа разогреть. Ну, разогреть так, как мне. Если так, чтобы он закипел, то 2%. Да, 2%. Обычно ж у меня сколько? 9-10 аккумуляторов макитовских 18-вольтовых. Вот. Каждый по 5-6 и я ампер. должен контролировать постоянно как бы их просадку, то есть сортировать их, этот севший, этот не севший, заряжать их всех. Это ж ты знаешь, блин, как их всех Санька зарядить. таскает с собой ведро аккумуляторов Ведро. Makita, да. Вот это ведро, он полный аккумуляторов Makita. А так просто, я воткнул его в розетку, Женька, он заряжается примерно 3 часа до полной зарядки. Слушай, ну а макитовские для шуруповерта, например, ты можешь тут зарядить? Да, может завтра. Можно, да, конечно. Только на зарядку с собой. Ну, Только, ну, зачем, 10-20. только зачем? Ты взял пилу с 2 заряженными аккумами, шуруповерт обычно мы не берем. Но если, конечно, идти на форель, в любом случае нужны те аккумуляторы. Пауэрбанки, потому что такое уже не потащишь. Ну по нет, лесу, конечно. рюкзачок. Это только на машине, если. Мгм. Или в долгую. Вот так приехал на берег реки на 4-5 дней там. Летом он, я думаю, меньше будет разряжаться. Плюс у него же есть к нему тебе Солнечная солнечная панель большая, панель, летом да. испытаем. Да, Даже есть? да, Да. да. Но я не думаю, что она его будет заряжать. Там прямо она комплектно идет. Но мне тоже так говорили. Ну, посмотрим. Не обязательно. Но она, ты ее разворачиваешь, она заряжает все твои маленькие гаджеты. Телефоны, маленькие аккумуляторы. Эта панель может все заряжать. Костян, я не понимаю, зачем здесь панель. Мы в доме палим свет уже 2 сутки. И он на 70% еще заряженный. Не, То ну, есть зачем? люди выезжают на неделю, на 2, Саня. Ты понимаешь? Так летом-то не надо, что ли? Летом на все полностью гаджеты тебе хватит на месяц его. Света не надо. Пробовал. Так что, ребят, можно брать. Ссылка в описании. Сань, тебе надо молоко в кофе полить? Да, Лить. давай, Жень, спасибо. Хорошо. Сейчас плотно позавтракаем и пойдем на рыбалку на весь день, как договаривались по вчерашнему плану.
Шатром, да. Ну, сначала проверим эти лунки, которые вчера прикармливали. Чтобы там рыба подошла и не надо будет никуда идти. Может быть, там и останемся на старых лунках. Ну, я вчера пробовал, но я как бы вчера не нашел. Ну, на Бери можно сходить, если тут лес подошел, то можно будет сходить отдельно просто, да, без шатра тогда. Если лес подошел. Селялка, да. Почему-то селялка, селька, клейка, верховка. Верховка, да. В общем-то, они были потом. Лавка. Да. Саня, можно яйца острием ножа разбивать? Не затупится? Ну, конечно. Затупится. Там видел в том видосе, где спросил, чтобы написали комментарии. И все подумали, что мы дебилы. И прикола не поняли. Ну да. У этих, у рыбаков свои приколы. Это все яйца жарю. Ну, если останется, не сидим. Да. Будет на завтрак тогда. На завтрак. Вот так вот. 200 грамм молока на 10 яиц. Ты говоришь, у рыбаков свои Да. причуды, да? Если у рыбака есть бур, то грех не взять с собой венчик, чтобы руками не молотить впустую. Тебе когда стыдно, у тебя какое лицо? Круглое. Круглое. Удивленно подтянутые. Та-та-та. Готово. Все, берите большую ложку и накладываете. Приятного. Спасибо. Так, где мой кофеек внутренний? Ой, хлеб с маслом, с горчицей. Вкусно. Вкуснятина, да. Это главное витамины. Доброе утро. Погнали проверять жерлицы. Танчик, а ты мне дашь удочку? Ты мне 2 дня давал удочку? На 3-й день. Я уже надеюсь на твою удочку. Похоже, сработка, да, Женька? Да, он первый уже видно, что сработало. Это интересно. Дрон Mavic все переживет, да, Женька? Это точно. Да, Пусто. да, это этот. Живец сбил. Не, она его сорвала. Сорвала живца. Да. Ну, Ну, Женька, тащи живца.
Нужно дойти, да, живцом. Живцы подзамерзли, я смотрю, там в лунке. Да, ночью было -8. Заметил, что ходили по каше, а сейчас ходим по льду. Вот так вот, все выходные. Тепло-холодно, тепло-холодно. Поэтому очень видишь, как она неактивно с рыбок сдергивает. Не в заглот, а она берет ее типа наполовину. Какая рыба? Какая, да. У нее аппетита ж нет. Жрать охота вроде, а аппетита нет. Ну, да. Для аппетита налить бы надо, да кто ж ей нальет? Ну, да. Со всех сторон разор. Там дальняя тоже стрельнутая. Флажок. Дальний стрельнул, да? Да. Из этой луночки мы хоть одну-то достали, блин. Хорошая луночка. Здесь всегда бывало, да. Но там возле островов могут быть. Да ё-моё, она просто наружу вылазит. А крючок надо? Ну пока нет, надо разбить. Разбили? Ну что там? Хапанная. Пожеванная. Цапаная, Да. Ну давай освежаем тогда. Так она хорошая, живая, нет? Слушай, такое ощущение, как будто ее окунь. Да. Не, ну, зубы такие. Как будто окунь ее почистил. Без аппетита такой окунь. Те, что не сработали, Кильки. переставим в другое место. Она даже, когда я подошел, она катушечку тык-тык-тык подергивала. Хорошо. Пришли подальше, на глубину, на центр озера зашли, да? Примерно. Центр, да. Нет, до центра еще далеко, наверное, будет, если... Ну так, ну, Ну, 1/3 где-то на так, среднюю наверное. часть, в общем, Примерно среднюю часть, да. начала. Ну остров-то, ой, озеро-то неровное, оно такое. Ну, давай сверланись, пожалуйста, и посмотрим, какая глубина тут. Давай сейчас снимем защиту. Это защитой сверлить, наверное, не будет. Не будет, думаешь? Ну не знаю, но можно попробовать. Давай хотя бы проверим толщину льда, то мы шли такие смелые. Смелый, да. Тут... Вот ты шел впереди, я сзади. А, ну вот ты как. Нормальный. Нормально? 3 метра. О, 3,5 даже. даже 3,5. Рыбы нет, пойдем дальше. На мель. Смотрите, ребят, какое чудо. Размотки. Ну, флажок не отстрельнул, а катушка вся размотана. Не заметили мы. Видим, что загара нет. Ага, утащила. Есть. Есть. Ух ты. Ну, давай. Упирается. Тихо. Вот это прикол. Она хотела всех обмануть. Красава. Надо, блин, внимательно смотреть, если флажок не размотался. Бывает и такое. Костян! Ау! Ау!
Какая красавица толстая. Такое ощущение, что уже был жар у них. Вот так она чуть не обманула меня. Хорошо, что подошел. Думал просто, ну, стоит 2 дня, не срабатывает. Переставлю ближе к тростнику. Вот, а ближе только подошел, смотрю, катушечка вымотана. Слишком флажочек перегнул. Костян с Женькой там уже на травяном острове пробивают эхолотом, что там и как. Проверим. Все работает. Отогнул чуть-чуть флажок просто назад, чтобы такого больше не повторялось. Флажок в таком направлении поставим. Отлично. Двойной, тут потолще, слушай. Ага. 2,5 метра. О, то, что надо. Да. Все, будем здесь пробовать. Рыбы не видно пока, да? Пока нет. Ну, какая-то рыба есть, какая-то плавает, вон подходит, видно, крутится около приманки. Но, скорее всего, это, наверное, не окунь, не щука, не судак, наверное, какая-то белая. Ну, хоть какая-то, видишь. Я сколько видел видео в интернете. Сначала подходит плотва, потом окушки, потом и щука подходит. Не, ну может, конечно, маленький окунь, но это не на окуня приманка, это на большого окуня приманка. Если на маленький окунь, надо маленькую плиточку какую-то. Попробуй. У меня нету. Я мелочь не ловлю. Понятно. Ясно. Ну, совсем по-другому там у тебя на эхолоте все выглядит. Ну, видишь, это приманка, и он сейчас чуть-чуть, видишь, поднимается рыбка маленькая. Ага. Вот. Видишь, от дна оторвалась. Ну, наверное, маленький кушок какой-то. Вот, подошел к приманке, маленький кушок, скорее всего. Опускается, видишь, вниз. Не, тут какие-то точки, палочки, я ничего в этом не понимаю. Ну, вот приманка пошла сейчас наверх, а Ага. какой-то предмет пошел вниз. Это рыбка легла на дно обратно. Ну, что там? Ничего. Метров сколько? Даже дна нету тут, не знаю, не показывает ничего. Так я говорю, ты не досверлил, там второе дно, второй лед. Ну, давай попробуем еще раз. Только ты достань эхолот. Ага. О! Странно, не показывает, может быть, глубже на датчик опустить. Прежде чем пойти на мель, попробую здесь на прикормленных лунках. Может быть, бель крутится, подошел окунь или щука. Надо простучать немножко балансирчиком. Такой маленькой окуневой удочкой буду стучать. Видите, у нее идет тубулярная палочка и потом сплюскивается и переходит такой очень чувствительный кивок. Непонятно из чего сделан, но вот он сначала плоский, потом круглее, 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 такой как спиннинг выходит. Вот такой маленький рапалу. Попробуем. Может быть, кого-то заинтересую.
Вот так плоточки издергивают. Вот бывает, жерлица стоит, потом начинает вот так трястись, видно, щука подошла, плоточка начинает нервничать, и вот тогда трясется. Там щелк и сработка. Видишь, она даже не выстрелила. Да. Это показатель, что она подходит, смотрит. И то есть она аккуратно взяла этого живца, как просто, ну... Неактивно. Она Бе- вот даже без- есть не хотела. Да, может быть. без атаки. Да, без Просто атаки. уж настолько он, наверное, там аппетитно там от нее пытался убегать, знаешь, Да. что взяла и так... Если бы она дернула, флажок бы стрельнул. Конечно, видно. Взяла аккуратненько и потихонечку пошла Мгм. в камыши. В камыши же, да, ушла она. В камыши ушла она. Ну вот, поэтому и не берет сегодня. Неактивная она очень. Да, но что это? Потихонечку, потихонечку. Да. Котлеты собираются. Котлеты собираются. Солнышко начинает пробивать постепенно. Идти тяжело по озеру. Сугробы. Санки работают как лопата бульдозера. Ну ничего, зато здесь вот нет воды на льду. Чистенький ледик. Видишь, где коряга? Ну, дерево завалилось. Дерево заваленное, да. И вот там получается такой свальчик от острова. А Ага. с этой стороны мель. И образуется такой как бы протока. Там надо обязательно на судака поставить жерлицу. У меня одна есть. Я, может, туда и поставлю, или там, где ближе к острову, может быть. Давай. Ну что, здесь тогда ловим живца, ставим шатрик, да? Вот, ребятушки, первый подлещик. Первый подлещик. Ведро его кидай. Не, на снег. Так на живца его, на щуку. Да нет, ты чё? Да ты что, самое то. Вот тебе настроим. 2 метра к дна тогда. Так, тебе что не видно. То есть, только-только я А сейчас и не будет больше. Только-только я сказал на камеру, что Нет рыбы. леща мы не А нашли. здесь, смотри, его... этот пузырь пошел. Или тут роет. Оказывается, мы нашли подлещика уже. Да. О, смотри. Да. Оп. Это плотвичка, похоже. Опа. На. Жень, давай ведерко. Клюет? Да. Акушарик? Плотвичка. Класс. Погодка, блин, сегодня красота. Шикарная. Бывает солнечная погода и морозик. Отлично клюет. Бывает солнечная погода и морозик. Не клюет. Бывает вот такая погода, клюет. Бывает не так. Самое главное, чтобы она была стабильной несколько дней подряд. А мы попали в нестабильность. Да. Но Отмазки трудом лепите. и упорством все-таки у нас 3 щуки есть. Да. Ну, 3 десятка мелочи, если не больше. Ага, на эхолоте рыбка поднимается. Сейчас мы еще здесь мы здесь поймали подлещика. Сейчас мы еще здесь раскормимся, поставим шатрик. Снег пошел. И будем в шатрике ждать
и ловить. Тем более, что Женька там как? Ах ты, блин, Ушла? убежала. Тем более, Женька в шатрике там будет что-то готовить. Женьку не остановить. Я даже к плите боюсь подходить, по рукам надает. Опасный человек. Ну. Ты видал, какой у него блендер? Я вообще в шоке. Смеситель, шуруповерт. Над нами с тобой стебутся, что мы тут, блин, типа, у нас гостиница передвижная. Но это-то там надо, чтобы это все было красиво, выглядело в кадре. Ну и плюс, самим же тоже хорошо. А Женька же не снимает ничего. Но у него, блин, столько гаджетов. Ага. Ужас. На этих, на прикормленных кулках. Есть! Крупняк пошел. Блин. Сорвалась большая, маленькая осталась только. Сейчас я этих окушков, малышков. Съем? Мысль хорошая, Варианты накидываем. но я поставлю его на окуня. Окуня на окуня. Окуня на окуня? Широкую на широкую, типа? Да. Смотри. Окунь, окунь, окунь. Это же окунь пациентного типа. Какого? Окунь пациент. Окунь пациент. Да, он ищет доктора Попова. Аккуратненько берет. Не, плоточка. Ёршик, смотри. Наваристая уха будет. Ну пойдем, наверное, сразу. Я потом вернусь за этими зажарицами, за своими. Не знаешь, Косян, нам за эту песню не предъявят За какую? авторские права, которые я сейчас спел? Вдруг она имеет 100% совпадение с каким-нибудь известным шлягером. Вполне, Сань. Придется говорить, что это я спел сам. Придется предоставлять воспоминания с детства, откуда сформировалась мелодия. Нет, тебе придется запатентовать эту мелодию, записать ее на ноты, запатентовать ее. И сказать, ребята, ничего не знаю. Зарегистрировать, вернее, свои авторские права на нее. Приедем, займемся. Ты запомнил, да, ноты? Да, примерно. Туда-сюда, плюс-минус. Ре, минор, до, мажор. До чего? До езды. Ух ты. Меняется погода опять. Все, идет обратно Анатольевич. Нету там ни хрена. Бери. Да? Ну, Настойка из плотвы. Рекомендую. Ну, не было видно, что вода до губ дошла. Нет, тут не вода, спирт. Ты заспиртовал ее? Да, это второй год она уже тут плавает. Было полное. Поддает потихонечку. Раньше так осетр возили издалека на телегах. Спиртом намажут. Сань, попробуй проверь эту лунку. Там ловил балансиром и много подходит рыбы, интересуется. Скорее всего, или маленький окунь, или какая-то белая рыба. А что спрашивают? Что? Тебя Ну спрашивают. я не знаю, я же по рыбному не понимаю. По рыбье, да? По рыбе не понимаю, да.
А у тебя не было получится. поклевок, не было у тебя? Не было. И не будет. Надо ставить маленькую плиточку, Женька. У меня нет ничего маленького. Я дам. У меня все на большое. У меня толстый поводок. А Большая Женьке маленькие не нужны мормышка. рыбы. Бывает такое, что кабаны даже не клюют на балансир, а вот мормышку берут. Да. Так, глубина здесь поменьше, чем там. Ну да, здесь 2,2 метра где-то. Я, Женька, без эхолота не знаю. О, у меня не просто интересуются, у меня пробуют. Ну вот так. Я ж тебе плохую лунку не посоветую. Но очень-очень аккуратно, Женька. О, смотри, Вот кто интересуется. вот. это Интересант определен. окунь. Ну вот. У меня балансир Интересант. в 2 раза больше, чем этот окунь. Ставь маленький тройничок и самим окунем балансируй. Ёрш ли тяга? Сниму. Это вершинное место. Это окунь. Да. Давай, несу.
Ну, Костяныч, как тебе в шатрике? Слушай, можно даже варежки не одевать. Видишь, сижу вот так вот. С синими руками, но, по крайней мере, не мерзнут они. Красота. Ну. Красавчик. О. Видал? Да? Вот она. Ну, вот. Знаменитая Лудзинская. Голубая плотва. Да. А, есть. Есть. Отлично. Все так, видишь, за краешек рта, Костян. Ага. Вот что, четвертая Что, будешь щука? есть? Смотри, сейчас кусит тебя. Ну чё, Костяныч? Но неплохая. Ну, щучка. Щучина. Ну, на, кусай. Она же утащит сейчас ее. Саня, утащит. И легла такая. Так, ну что, ребят, 4-я щучка у нас. Даже вот в это бесклёвье что-то понемножку где-то аукивается. Но там еще один загарчик, но правда не смотанный. Там тоже есть загарчик, но не смотанная. Пойдем сейчас проверим ее. Щуки здесь красивые на этом озере. Пятнистые, яркие. Как на картинке у художника. Что тут у нас, Женич? Ну, вот Сальце? сейчас сальце подрежем. А можешь мне маленький кусочек отрезать на пробу? Ну, спасибо. Хорошая. Мягенькая, хорошая. Я Очень мягенькая. тоже попробовал уже. Много не будет, только чуть-чуть. Бекониус фашолиус. Но при таком неинтенсивном пламени минут 20 надо этот лук жарить. Ну, как минимум, да. Офигеть, как красиво. Ну что, каша? Да, все поджарилось наконец-то. Мы Ну, тут у вернулись нас с такой рыбалки. Пар. Все. Это то, что вчера не доели. Нет, это, наверное, позавчерашнее недоеденное пшено. Здесь серый горох со спеком, а это желтая пропасть. Что ты не снял еще сегодня? Что снял? Дрон снял, щук снял, мелочь снял, меня снял, Женьку снял. Что не снял? Девчонок не снял. Что за рыбалка пошла? Снимаешь, как я снимаю? Снимаю, да? Ты Ну, снимаешь? Женич, давай, мочи. Слушай, я вот вроде только бутики поел, да? А я уже, вот когда эту кашу вижу, я опять жрать захотел. Слушайте, а батя так и не перекусил ничего? Батя не перекусил, наверное, корочку. Вот дает, блин. Да. Корочка моя, это я заказывал. Корочку я перемешал, теперь корочка будет у всех.
Ну вот и я в кадре, господа. Да, ты из него не уходи. Сняли пробу? Женька, как это вкусно. Да, я сам попробую. Просто космос, блин, Костян. Просто космос. Из серединочки. Горячая. Класс. Сладенькая. Иди отсюда. Мальчик, иди отсюда. Слушай, Женька. Да. Вот это я называю пшенка. Все остальное фуфло. Может, пойдем уже? Что-то смеркается и это... Ну, как бы неохота в темноте собираться. Пойдем. Видишь, какая фишка? Тут как раз вот в этом, в последнем свете, ну, как бы уже... В свете последних событий. Ну, в свете последних событий, ближе к ночи, в сумерках, как раз таки самые сработки начинаются. Когда начинает темнеть, щука начинает активно питаться перед темнотой, наверное. У нее, как у меня, поздний ужин. Поэтому надо подождать, Костяныч. Попей чайка, согрейся. Сделай сальтуху, пойди. Сальтуху делал уже. Делал? Ну да, вчера в бане. На ведре. С ветром. Ну что, Женька, вода прозрачная. Мотыля далеко видно. Как думаешь, фонарик спугнет или привлечет? Я даже не знаю, видишь. Кто-то говорит, что фонарь, свет пугает рыбу. Да. Кто-то говорит, что не пугает. Я думаю, что он не пугает рыбу. Свет не Ну, пугает. Я тоже думаю, что не пугает. Я с фонарем ночью плавал на лодке. Лещ стоит, на свет не реагирует. А щука, она убегает от света. Мы ж не на щеку сидим, мы на леща. Но что- он и не привлекает. То есть лещ, говоришь, значит, стоит. Вот кальмара привлекает. На Средиземке итальянцы меня возили на рыбалку кальмарова. Вот там фонарик с кучей крючков опускают Да, вниз. да. И... Каракатица попадалась, Да. брызгалась. О, что ты? Ее достаешь, она сразу. Да. Она красивая. Очень такая. красивая она. Такого, не знаю, бруснично-оранжевого цвета и такая вся какая-то переливающаяся. Ой. Мне коллега поймал каракатицу на спиннинг, Мгм. принес на леске, держит на блесне. Она хлык оторвалась, бабах на асфальтную дорожку и по асфальту весь асфальт черный в Хорватии. О, смотри. Опа, ух ты. Ух ты, Ух ты, блин. ух ты, крупняк пошел. О, смотри какая. На уху. Во. Клевала приятно. Вот ты видишь. Красиво. Слушай, ну это уха. Все, даже не буду ее. Вон. О, пошла. На нерест пошла, на нерест. Ну, Костян, Своим морзы отбивает. Костян. Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Супер. Здесь клюет, Сань? Ну да, крути. Да. Слушай, крути уже вторую для практика. Поставим практик рядом по центру. Так, ну, можно. Ну сейчас мы с Женькой На с рыбачьем. 2 лунок надолбим. На уху. О, Женька, что тогда? Кто больше поймает? Кто крупнее или кто больше по количеству? Как будем? Давай по весу.
По весу? По общему зачету, да? Да. О, клюет. Есть. Ага. Вот она, гигантская плотва. От дна, Женька, 10 сантиметров. Есть тесто могу дать. Батя на тесто ловил, у него клевала плотва. Тесто отца. Тесто отца. Сало отца, сало отца, отца сало. А что там у тебя? С лисой еще что-то было? А, с лисой у Пес? меня было так. Не, ну как пес? Какой пес? Осел, петух, кот, пес да лис. Кот, пес да лис. Еще был Хороша сказка. кот, пес да петух. Вот. А тут ведь оно как? Вот у нас в производстве был случай, да? Да. Надо было детали гнуть и штамповать. Ну, это... Что, прямые Ударно. детали не покупали? Не, Покупали только гнутые? ударным прессом. Сначала гнешь, потом пьешь. Одним словом, гни да бей. Клюет очень так, знаешь, она как бы ты даешь игру от дна. Даешь эту игру, а потом раз, и она как бы останавливает. И ты тогда тоже останавливаешь. Не умею быть. Ты только на крупников, да, Женька? Да. Адских. Там давно был, когда ездил на леща. Лечь ночью. Ну, часов с 10 вечера, наверное. Да, До как- часу. Как когда? Да? Да. Здесь вот в Латгалии ночью никто не ловит вообще. Мгм. Все днем ловят. И леща на Большом озере. Отлично. Мы-то поехали сюда почему? Дача, потому что здесь. Мгм. И здесь щука. Вот мы на щуку и приехали. А на леща маханем, может, в следующем году вот, с Женькой, с Васей, с палаткой, с кроватями и будем жить. Прям в Прям на таких льду. условиях. Прям на льду, да. Было. Так, ну что, вот мы собрались. Все готовы? Все готовы? Ну, пошли. Ты решил, Женька, сегодня не пойдем в дальний кордон за водой. Здесь около лагеря. Далеко. Около лагеря лучше Лучше подготовим. сразу вот прорубь. Так, Женька, ну ведро теперь влезет. Для бани воду теперь поблизости набирать будем. Ты можешь туда Отлично. идти нырять? Слушай, Женька, ну ни одной сработки вечером, да? Да. Значит, завтра, наверное, оттепель будет. Что-то меняется еще больше. Наверное, да. Пошли в баню. Пошли. Ты смотри, она зеленая, до сих пор даже не замерзла, да? Ну, такая есть, да. Она в следующем году еще ягод дала бы. Ух, Листьев лучше тогда. не, они раскиснут потом в воде. Чай из палок. Сырых. А сухих гораздо лучше. Во, вот это старая, по-моему. Это слишком старо. Если уже сколько ей лет. Уже гнилая, да?
Сейчас посмотрим, какая сюжет. Ну, эксперимент есть эксперимент. На мне экспериментируем, да? Да? Опа! Виртуоз! Вот это красиво. Ну тут даже Сабонис бы, наверное, заплакал. Отсюда можешь? Со льда. Ну, Костян, сбудется твоя мечта. Попробуешь ты чай с малинового куста. Главное, все время спи в сапогах, чтобы... Спи в сапогах? Ну Почему? да, чтобы успеть на улицу. Мы же в зеленый пакет будем Вот с ходить. сухих веток получается розовый малиновый чай. С этих непонятно. Зеленый, может быть чуть-чуть розовый, то есть он Да. коричневый получится. Надо ведь себе Самое ужасное, что этот эксперимент проводится на мне. Да. Не, Костян, может быть это знаешь, фитнес-чай. То есть, действительно, Я спи в сапогах. похудею? Приедешь, ну, килограммов 90 легче. Да. Ну, все пробовали, ты один не пробовал. Вот тебе, пожалуйста. Ну, По-моему, тут идет какой-то большой розыгрыш. вот, Костян, специально для тебя с ягодками даже. Ну, тони. Что он кипит-то так? Должен кипеть, что ли? Ну да, малину так заваривают. Да, это не заварка, это варка. Ну, Женька, дрова пилить пойдешь? Нет, дров. Давай. Вот, стой. Сань, ты тут? Ты что, паром передышал, Костян? Вылазь. Я тут дверь держу, у меня ответственное это дело. Понятно. Порубить теперь надо дрова. Потому что я с утра... А тебе щепка была ночью нужна же? Ну да, потому что когда же камин потух, Я сегодня и разжигал. нечем было разжечь. Пришлось. Взял ту горелку газовую, она тоже замерзла. Так ее в 5 утра отогревал руками. Да надо было Саньке под одеяло засунуть ее. Ух, с палками. Стоп. Да, цвета нет. Ну что, коктейльный цвет. Немножко есть цвет. Из сухой, когда А, делаешь... пахнет сухофруктами. Ну, да. Ну и вкус Есть есть немножко. какой-то. А из сухой он тогда красный получается. Мягкий Зелёный такой, мягкий. получился. Потому что зелени. А реально, как будто, знаешь, на 5-литровую кастрюлю бросили 2 сухофрукта. 2 кураги, да? Ну, 2 груши сушеных там, да, что-то такое.
Костян, ты сейчас знаешь, на кого похож? На гедониста. Гедониста? Да. А ты не гедонист, ты гитарист, да? Да у тебя же папа педагог. Да у тебя же мама. Кто там? Пианист. А у тебя же все наоборот. Какой ты нафиг танкист. Группа Жуки. Поручик Жевский катает Наташу Ростову по пруду на арендованной лодочке. Знаешь, такие белые, весельками гребет. Наташа там сидит на корме, восхищается природой и говорит: поручик, какие лебеди, боже мой, какие красивые птицы, как бы я хотела стать лебедем. Гребет такой, хмурится. Говорит: поручик, смотрите, голубь с голубкой. Боже мой, как бы я хотела стать голубкой. Поручик плывет такой, хмурится, говорит: где же раки? Где же раки? О, размоточка, смотри, уже вижу. Так сегодня поменялась погода. Все тает бешено, потому что ветрилово и температура +5. По закону жанра рыба, которая выжила в этом ужасе, отпускается на свободу. Теперь эту рыбу трудно будет поймать. Она запомнит это надолго. Траву затянуло, да? Да. Батя пошел на дачу за палкой, будем сейчас вытаскивать. Там затащило в траву. Что ты думаешь, Женька, двушка? Не, будем оптимистичнее. 5? Хорошо. Минимум. На одной большой клык, на второй рыбы нет, на этой ну, что-то неплохое было, раз крюк разогнуло. Глубоко как, смотри. О, поймал. Это я. Ну да, я знаю. О, поймал. Тихо. Аккуратно. У меня кончилось. Да. Так, сейчас Стоп. посмотрим, куда идет. Возьми лопатку, почисти, не видно. Держи леску. Вытаскивай. Подожди, Женька освобождай там с жерлицы. Сейчас Женька там отцепит. Да.
Только не отпусти леску, главное. Аккуратно вот Я с этим. Целиком, с Да, барабанчиком, все, да. цепил. Все, пошли, вытаскиваем. Угу. Смотри, уже. вот туда. Куда? А дергается что-то, не? Смотрю, ничего. Назад уходит случайно. Вот, Вот наверное, за это- нее, наверное, и зацепила щука. Это, кстати, видишь, что там мотыль какая-то старая. Видишь, она скрученная. Потихоньку тянется? вот А, то есть она гуляет там? не понять. Да, да, гуляет, да, точно. А что не тянется? Почему, может, она запуталась За что-то за старую мотыльку, мы уже зацепилась. Но она гуляет, тягает, ну за что-то зацепит. Подожди. Иначе не может быть. Вот вертикально поставь, будет у тебя угол. Ага, не пошла к тросту. Она вот так. Туда же, Туда, да, туда чуть-чуть. же. Чуть-чуть Чуть туда сторонку, же. Вот смотри, сантиметр 3. Точно. Естественное укрытие. Вон багор в этом в тазике. Ага. На закус хватай. Ничего себе, какой кустяра. Я леску. А, можно было ведром для малька. Малька выпустить. Да, кстати. Ведро сеточное. Да. Да, это ведет хороший. Может быть немножко повыше. Ну что, пробуем? Давай попробуем. Почистил тут. Попробуй куст зацепить этот. Нет, это леска. Леску тоже. Да, надо Но она обмотала конкретно. Смотри-ка. Я не понимаю, что это. Не-не, грузило просто выше. Оно на кусту осталось. Держи багор. Женька, вдоль по дереву сверлимся. Там лески осталось 1,5 метра. И мы Да. найдем, где ствол мы уже прижали к самому верху льда. Правильно? Да. И мы сейчас найдем, где она сидит. Полчаса уже долбим. Это не 6-я, это 5-я. Пятая, да, он еще одна. Вон дерево, смотрите. Вот оно. Вон Женька его держит багром. Идет, вот оно идет, идет, идет. Идет, идет, идет. А все потому, Всё, ну, что Саню крючка жалко. Не хочет отрывать. Экономит крючки. пока надеемся, что там сидит рыба. Чтоб интересней. Бываем дрова с одного озера. И на ничего не блядь. Ага, ничего себе. И вот твой крючок. Да уж. Вот это, конечно, блин, можно было и не пилить. Но с другой стороны, надо, конечно, это ликвидировать говно. Конечно. Как мы и думали, трешка, да? Не меньше. Не меньше. По весу точно. Да. На 3 будет. Ладно, погнали собираться. Эта жерлица срабатывала 3 раза. Вот почему. Потому что ну, хорошее место укрытия щуки. Вот она взяла и в свое укрытие обратно освободили водоем, да? Да, почистим. Надо почаще так приезжать, Ну. чистить водоем. То если не мы. Почистим его. Ну что, Женька, понравилось тебе Лудза? Да, хороший город. Правда, на рыбу бедный чуть-чуть. Ну, это мы в следующем году наверстаем. Я вышел, дождик шел, и такой скопель с крыши идет. Пусть напишут люди в комментарии, правильно ли это, что из-за погоды. Я считаю, чисто погода. Чисто погода, да. Давление постоянно прыгало. То штиль, то ветер, то вот как сегодня вообще То сильный снег, ветер. То, да. Да, то мороз. Все, погнали мы. Убираем дачу
едем у Рыгу. Всем спасибо, кто смотрел вас. С вами был Костян, Пока. Женька, я и батя. Все.